Друзья, привет! Напишите, как меня видно и слышно. Так, слышно хорошо. Запускаю параллельно эфир на ТикТок. Так, так. Мгм. Сразу хочу предупредить, вы знаете, я по субботам не работаю, сегодня особый случай. Могу в любой момент там на минуту выйти, обложился телефонами, прерваться, нужно будет поговорить, поэтому это не значит, что стрим закончился. Неизвестно, сколько мы будем стримить, возможно, очень долго, потому что ситуация накаляется. Будем следить за новостями. Главное, чтобы голос не подвел, голосовые связки. Сегодня, может быть, не буду так интенсивно, как обычно, шпарить, но марафон. Не забег, а марафон. Да, всех привет, всем витаю. Кто на ТикТоке, друзья, вопросов с ТикТока, честно, буду читать мало. Можете сразу переходить по ссылке в описании на YouTube. Так, так, люди присоединяются. Значит, давайте открываем новости, читаем последние новости. Следующие 24 часа будут критическими для Путина. Об этом говорится в аналитической статье главного корреспондента CNN. Вот так вот. Значит, массовое бегство пособников Путина с Москвы, с России. Пишут, Путин звонил в Иран. Иран ему тоже отказал. Так, публикуют видео, где техника Вагнер по Липецкой области едет. В общем, давайте сейчас просто, друзья, подключится хотя бы сейчас 1300 у нас в Ютубе. Давайте минут 10 и перейдем к главному. Я хочу рассказать просто, что происходит. И я очень попрошу всех отправить репост сделать, отправить ссылку на стрим в Ютубе своим друзьям, знакомым, потому что те, кто давно на меня подписан, те точно не пожалели. 11 числа я делал стрим, было где-то 4000 зрителей на стриме на Ютубе. И 11 числа я сказал, что нужно ЦРУ совместно с ГУР заряжать Пригожина, чтобы он разворачивался в другую сторону. Я это сказал не случайно. Я давно эти как бы разговоры вел в частном, так сказать, порядке. Поэтому вот в этом вот отличие между мной и какими-то трепачами. И я, конечно же, хочу подлить маслица в огонь. Этот отрезок, который я адресовал Пригожину 13 дней назад, 2 недели назад, движение Сейфоп, заместители Доротича, некоторые лидеры начали активно, не знаю по чьей команде, конечно, начали активно нарезать, распространять по соцсетям, называя меня предателем. Смотрите, он предлагает сотрудничество с Пригожиным. Они все хотят навечно мне закрыть въезд в Украину. Вот что они хотят сделать, я уже это понял. Откуда ты все знаешь? Нет, я не все знаю. Я не все знаю, я просто, ну, умею аналізувати. Не публікуйте рух військ. Це ви кому кажете? Так. Кадыровцы на въезде в Ростов попали в пробку. Не могут третий час с нее выехать. Отлично. А как это они так быстро, мне интересно, добрались с Грозного в Ростов? С Грозного в Ростов километров сколько? 700-800, наверное. На такой медленной технике это я даже не знаю. Это на этих джипах они там часов 10 должны были, по идее, потратить. Но я в России никогда не был, но так предполагаю. Так.
Так, так, так. Что там сейчас в новостях? Мы должны следить за новостями параллельно, это важно. Ну, вроде пока ничего важного, сразу я отреагирую, как только что-то будет. Пишут, что вагнеровцы прорвали заграждение на пути в Москву. Это вот последняя новость. Так, есть ли вероятность, что они уйдут с Мелитополя в связи с этой ситуацией? Друзья, буквально 5 минут. Давайте зрители пусть подключатся. В ТикТоке напоминаю, что отвечаю на вопросы с Ютуба. Сейчас зрителей будет, ну давайте чуть-чуть больше хотя бы, ну хотя бы 2,5. Так, последняя новость. Наемники Пригожина успешно проехали город Елец в Липецкой области. Де читаєте новини? Не хочу никого рекламировать. Думаю, там, где и вы. Помойки в том числе. Сейчас все помойки, по сути. Особенно в Украине. Ну, в России я вообще не беру. Это мрак. Поэтому ничего, ничего. Я читаю там, где публикуют ссылки на западные источники в основном. Десь прочитала, что Путина эвакуировали уже. Не, ну это понятное дело. Его еще там пару часов назад увезли. Ну, вернее, об этом сообщили, что его увезли. Сейчас, друзья, про ядерку в руках Пригожина, про все, кто, что, где, как. Сейчас все будем обсуждать. Сейчас все расскажу. Так, пишут с Грозного до Ростова 785 км. Это немало, вообще немало. Денис, а вы не считаете, что Пригожин еще хуже, чем Путин? Сейчас, 5 минут, друзья, 5 минут. Ждем, пока все присоединятся, потому что я же выставил стрим на сколько там в Киеве? 16:45? Да, у меня 9:45, в Киеве 16:45. Вот Влад Пост пишет: "Привет, я сразу и не поверил, как такое может быть. Пригожин далеко не дурак, Пригожин вообще не дурак. Я всегда это говорил, что бы там мне ни писали". Начинали там рассказывать мне чушь. Да, это потому что он еврей, ты его ну такое уже у людей в голове, боже, боже. Может ли Путин спрятаться у Лукашенко? Это ненадежно, потому что сейчас, друзья, сейчас все вопросы, сейчас будем говорить, потому что столько всего происходит. Так, друзья, не могу сказать, какой канал читаю, не хочу никому делать рекламу. Пусть платят бабки, может быть, прорекламирую, если не совсем помойка. Так, кадыровцы входят в Ростов-на-Дону, сообщают российские телеграм-каналы. Вагнерівці вже за 400 кілометрів від Москви. Ну, часов 5, а может быть 4, я думаю, в том регионе. Часов 5. Ну да, да, да. Не знаю, может быть, будем стримить в несколько заходов. Я даже не знаю, что это будет. Так. В ТикТоке люди тоже потихоньку подключаются. Так, идем дальше. Лукашенко сам не знает, где спрятаться, пишет человек. Абсолютно верно пишете. Очередной цирк Путина. Нет, это не цирк Путина. Нет, давай говори уже, это вы будете с друзьями так разговаривать. У меня вы за это только бан получите. 2500 есть, 9,47, сейчас будет. Я думаю, сейчас для всех в Украине, в России это само собой, для всех в Украине сейчас такое время нужно отложить все дела, отдых. Я же, вы знаете, я по субботам не работаю, но это как бы не работа для меня, но тем не менее. Як ви думаєте, війська з фронту массово будут снимать? Сейчас не будет... Друзья, это все не случайность. Ладно, давайте потихоньку будем начинать. Значит, смотрите. Идет спецоперация ЦРУ, ГУР Украины, значит, естественно, с Пригожиным. Я не знаю, он был завербован раньше, он был завербован там 10 лет назад или месяц назад, ну не месяц точно. Пригожин воюет в Африке постоянно, ЧВК «Вагнер». Контактов с любой спецслужбой мира, и у него огромные связи на Западе, вообще не проблема было с ним связаться. Путина убить так просто нельзя, совершить на него покушение. Поэтому, конечно, нужен был креатив, нужен был какой-то творческий сценарий, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Никогда, никогда Путин не нападал бы вот так вот, вернее, никогда бы Пригожин так не нападал бы на Путина.
Никогда бы ничего подобного не мог реализовать сам по себе. Это нужно быть просто, ну, самоубийцей сумасшедшим. Все это делается при огромной поддержке США и не только. Это все глобальная операция, спецоперация спецслужб. Спецоперация — это я с издевкой к нему говорю. Вот и все. Те, кто там сейчас думает: "Да шо вы, шо, у нас наши", да, у нас наши проблемы. И мой канал вообще про Россию почти никогда не вспоминает. Потому что, меня, ну, интересует Украина. Но сейчас то, что происходит там, это прямая ситуация. Но я хочу также подчеркнуть, это совсем не отменяет, моей позиции по Зеленскому, по всему остальному. У нас есть внутренний враг, есть внешний враг. Мы не расправимся с внутренним врагом, так как это положено, пока не расправимся с внешним. Поэтому сейчас для нас это для всех очень сильно актуально. Вот такие вот дела. Без Америки ничего бы этого не получилось. Вы должны это четко себе уяснить. Сейчас за этим наблюдает пристально весь мир. Это глобальнейшая спецоперация. Пригожин пошел на это, нам это супер. Еще ж пообещал и Пригожину. Хороший вопрос и правильный. Я думаю, что вплоть до президентства в России. Я думаю, вплоть до полная амнистия, огромные деньги и президентство в России. Если не президентство, тогда просто амнистия и огромные деньги, потому что он понял, что ему просто некуда деваться. Пригожин — это и есть тот самый контрнаступ Украины? По сути дела, да. Я думаю, следующий шаг будет такой, что ЗСУ пойдут по высохшему Каховскому водохранилищу, по сухопутке, потому что там ничего не заминировано. Во всех других местах они жестко окопались. И, по сути, армия РФ не будет знать, куда бежать. Но я хочу также предостеречь от одной важной вещи. Давайте не будем впадать в какую-то эйфорию, забрасывать, закидывать шапками, шапкозакидательские настроения. Значит, если Пригожина убьют, то Путин может пойти на НАТО. Они же там все знают и все понимают. Это, конечно, глобальный провал ФСБ, пожалуй, первый за очень много лет. Но они все прекрасно там сейчас понимают и прекрасно все знают. Сейчас ситуация — это полный ва-банк. Полный ва-банк. Это то, почему, Зеленский так уверенно себя чувствовал на прошлых пресс-конференциях. Но, это все не заслуга Зеленского. Давайте сейчас уже люди там, я вижу: "Ой, я же говорила, Владимир Александрович, наш лучший президент, ой, какой Зеленский великий". Не, нет, 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 нет. Великие ЗСУ, великие ЗСУ. А Зеленский провалил все. Все внутри страны провалено полностью. Ничего не сделал. Возглавил гнилую коррупционную систему. Ставим лайки, друзья, ставим лайки. Так, но если Пригожин добьется своего, он еще эффективнее пойдет на Украину. Не слышите, не поняли. Война закончится, если Пригожин возьмет Кремль. Пригожин не принимает решения. Пригожин — часть игры, часть спецоперации. Это сделано для того, чтобы войну закончить. Пригожин не будет воевать с Украиной. Иначе зачем ему это все делать? Я еще раз повторяю, он не действует как независимое лицо. Ставим лайки, ссылку друзьям, друзья, сбрасываем. Этот идиот, неизвестно, что у него в голове. Ну, не слышите меня, не слышите меня. Теперь смотрите, что еще подтверждает, что Пригожин далеко не дурак. Все видео, которые я видел, я прекрасно это понимал, они сейчас очень трепетно относятся к гражданским. Просто супер трепетно относятся к гражданским. Никого не трогают, не унижают людей, ничего ни у кого не делают то, что делает армия РФ регулярно. Потому что им сейчас нужно заручиться поддержкой России. Сейчас Пригожин выпускает всех зэков в Ростове. И каждый населенный пункт крупный, который они будут брать, где есть зоны, они будут выпускать всех. Это они будут полностью поднимать страну на бунт. Сейчас многое будет там схватка кадыровцев с Пригожиным, что получится с этого. Не верю в полицию, не верю в Росгвардию. Я уже сегодня в телеграм-канале у себя написал. Кто не подписан, подписывайтесь. Ссылка есть в закрепленном комментарии, значит, в ТикТоке, в шапке профиля. Значит, это как в Украине. Полицейский очень большой герой. Гонять бабушку, которая нелегально торгует где-то клубникой. Вот там он красавец. Кому-то ворваться в квартиру, мордой в пол положить гражданского. Вот это они серьезные, мощные ребята. Но когда против них
до зубов вооруженные наемники, для которых убивать — это работа, все очень сильно сразу меняется. Очень сильно и резко. И, ну, нужно это понимать. У них полные штанишки. И в такой ситуации лучший выход, я говорю про Россию, перейти на сторону ЧВК «Вагнер». Погребная Светлана, вы, наверное, опоздали. Еще раз говорю, идет глобальная спецоперация США, ЦРУ, других спецслужб совместно с ГУР Украины и с Пригожиным. Почему Дуда привел армию Польши в боеготовность? Потому что он, ну, это все спецоперация. Кроме того, действительно нужно быть готовым. Если Пригожина убьют и все это не получится, а я тоже писал в Телеграме, я хочу еще раз сказать, такие вещи, это как реформы. Они происходят мгновенно. Вот мы сейчас за этот уикенд, за пару дней, будем понимать на 70-80%, может быть и на 100. Все, что будет, все, в принципе, как случилось. Это не будет месяцами, Путин вышел, не Путин, правильно сказать, Кремль вышел на разговор к Пригожину, на переговоры. Предложили ему там все, что можно было предложить. Отказался даже вести переговоры Пригожин. Все, он пойдет до конца. Пригожин навидать захваченной территории. Ладно, есть люди, которые на бронепоезде. Вы не поняли, что Пригожин не решает в этой игре почти ничего. Есть глобальная стратегия, глобальная цель. И все. Это вот так и Крым может вернуться, и Донбасс, и все восстановиться. Режим Путіна держиться на волоске. Так, Ердоган заявив Путіну, що Туреччина готова зробити внесок у врегулювання ситуації в Росії, повідомила канцелярія турецького президента. Это Эрдоган, напоминаю, диктатор, который является супердругом Зеленского, который всегда одним местом на двух стульях сидит. Всем предлагают все разруливать, но, конечно же, ну, как любой, в принципе, нормальный президент, правильный, думает о своей стране. Это все не надежда. Если правда, сказали, что Токаев отказал Путину, сказал, что ваши разборки — это внутреннее дело России. Токаев, кстати говоря, после того, что случилось в Казахстане, очень много, я думаю, переосмыслил в жизни. Это очень редкий пример на постсоветском пространстве. Кто пойдет до конца — это Лукашенко, потому что Лукашенко, я всегда говорил, в данной ситуации геополитической — это полезный идиот. И если Путин еще как-то может избежать этого Гаги, чего-то такого там, да, или то, что случилось, например, с Чаушеску, то Лукашенко этого не избежать. И если сейчас в Москве по-настоящему начнется, а я не воспринимал даже серьезную ситуацию, пока не увидел, что они пойдут на Москву. Все. Следующая Беларусь. Следующая Беларусь. Возможно, Лукашенко осталось быть президентом Беларуси считанные часы. Кстати, он, ну, видите, как все? Он свалил в Турцию. Все диктаторы кучкуются. Диктаторы кучкуются. Просто Эрдоган еще может закосить под такого там кого-то, с Западом общаться, плюс Турция член НАТО как-никак. А Иран, Турция, Северная Корея, Венесуэла, Китай, ну, понятно, РФ. Все, вот это вот последние, которые кучкуются. И весь западный мир против них сейчас. Сейчас мы живем в исторические времена. Так, колони Вагнера війшли, ой, удалил человек. Ладно. Так. Вагнеровцы сегодня захватили пивзавод в Воронеже, это важно. Так. Эрдоган. А какой Эрдоган может внести вклад? Так, Симонян что-то там вякает сейчас. Началось, что ли? Матушка, не подведи, написала Симонян. Я думаю, что Симонян... А вообще, знаете, в России такая интересная ситуация, как они там все сейчас затихарились, типа Газмановы вот эти вот все. Полные штаны. И думают, какую сторону выбрать, что ж делать? Боже, жизнь пошла не туда. Вот так вот жизнь наказывает вот таких вот существ. Так, кадыровцы добрались до Ростова. Значит, сейчас будет схватка. Кадыровцы попытаются отбить Ростов. Я так думаю, с регулярными российскими войсками. Посмотрим. Пишут, что вагнеровцы прорвали заграждение на пути в Москву. Это я, наверное, уже читал. Да, это я уже назад отошел. Так. У Білорусі також планується революція. Пол Калиновського випустив звернення до білоруського народу. Кто такой Калиновский, не знаю, но движуха пошла. Видите, только с вами об этом поговорили. Это все очевидно, очевидно.
Так, нові реакції західних лідерів щодо подій у Росії. Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав заколот внутрішньою справою РФ. Він додав, що уважно стежить за розвитком подій. Через події в Росії Литва ухвалила рішення не видавати російським громадянам жодних віз, зокрема гуманітарних. Так, Литва, значит, Латвия, Литва тоже, ну, это наши страны партнеры, это нормальные люди. Так, идем дальше. Пока ничего нового. Почему европейские политики молчат за коррупцию в Украине? Потому что европейские политики занимаются своими странами. Я уже устал повторять и выбросить себе это из головы. Я не понял, почему это кто-то должен заниматься нашими внутренними делами. Вы должны заниматься внутренними делами. Идти в политику, правильно голосовать, медийно поддерживать, спонсором моего канала становиться. Да, это микровклад, но это что-то. А вы ждете, что вам придут кто-то и все наладит. Так не будет. Ждем новый концерт в Лужниках, где все эти певцы ртом будут говорить, что Путин их заставил поддерживать спецоперацию. Ну так это все будет как в гитлеровской Германии, конечно. Конечно. Мне кажется, если порешать в России, то в Беларуси решится само по себе. Как только, нет, в Беларуси будет раньше, потому что Россия больше страна. Как только по-настоящему Кремль зашатается, ситуация в шаге от этого, то в Беларуси все начнет, в Беларуси все можно сделать за 2-3 дня максимум. Это маленькая страна, очень много людей недовольны ситуацией, мягко говоря. Плюс белорусы, у них нет, они не украинофобы. И, кстати говоря, разница между Путиным и Пригожиным главная в том, что Путин откровенный украинофоб, ненавидит Украину и украинцев, а Пригожин вообще. Для Пригожина, вы должны понять психологию Пригожина. Я не говорю, что он хороший, ни в коем случае, это, я думаю, всем понятно. Хотя потом же будут меня нарезать провокаторы и пытаться дискредитировать. Значит, вся разница в том, Пригожин к этому относится как, ну не знаю, боксерский поединок или футбольный матч, понимаете? Для него это чисто как вот он, есть соперник условный на вот это вот время. Вышли за ринг, типа мы можем и руки пожать, мы друзья. Это страшно, потому что там просто идет драка, да, или спортивное состязание, здесь жизни людей, горе, все это понятно. Но по факту, я говорю вам про его психологию. А Путин, в жизни так часто бывает, как это говорят, типа пожар часто оборачивается в сторону того, кто его как бы начал. Это вот классический пример. Я вам говорю, в истории такого не было еще. То, что творил Гитлер, и где Гитлер? Гитлер проиграл. То же самое будет с Путиным. Все такие истории заканчиваются одинаково. Все истории тоталитарных режимов заканчиваются одинаково. История Зеленского, который пытается сейчас в Украине построить то же самое, что сделал Путин в России, так, на минималках, конечно. Ладно, ну как в Беларуси может быть, такой гибрид. Гибрид Путина, Эрдогана и Лукашенко. Закончится плохо, закончится плохо. На сегодняшний день у меня есть информация, что они хотят Олега Кипера поставить уже генпрокурором. Генпрокурором. Кстати, этот человек вроде как причастен к посадке Балашова. Чувак был на каких-то ток-шоу, а потом во время войны главный прокурор Киева. А сейчас он там в Одессу его отправили стричь бабло на выборы для «Слуги народа». А теперь уже на генпрокурора. А почему это такой талантливый чувак вообще? Такой талантливый? Нет. Четко выполняет команды Ермака. Четко. А он люстрирован был. Он был люстрирован. Татаров рулит. Зеленский пришел, возглавил систему, переименовал администрацию в офис. Нет, офис это как у Саакашвили, прозрачное здание, а это все под приватизацию, на продажу. Министерство сократить, здание арендовать и прозрачный open space. Все, закончили с этим всем. Вот так меняется система, с чего первые шаги. Психология другая. Он пришел, зарылся у себя в администрации президента, обставился людьми Януковича, Ермака поставил главой офиса. И рассказывает, что он великий демократ на Западе. Ничего, ничего. Дай бог, сейчас в России будет переворот, война закончится, все разберутся, кто такой Зеленский. Я очень четко разъединяю эти все ситуации. Я всегда повторяю одну фразу. Для меня Зеленский не равно Украина, а Украина не равно Зеленский.
Так, друзья, кто на ТикТоке, честно, редко заглядываю в комментарии. Если хотите, чтобы отвечал на комментарии, переходите в YouTube. В YouTube. Ссылка в шапке профиля. Просто сложно на 2 платформы очень. А YouTube для меня основная. Денис, не думаю, что у Путина был всегда план Б, как думаешь, что он может предпринять, чтобы удержать свой режим? Он уже предпринял, он предложил, вы, наверное, позже зашли, предложил Пригожину, ну, переговоры, там, наверное, амнистию, деньги, все что угодно. Пригожин отказался вести переговоры. Как думаете, РДК будет поддерживать Пригожина? Уже. РДК уже сегодня утром опубликовали. Они готовы и людей призывают присоединяться. Дни Лукашенка сочтены, спрашивают? Да. Можете йому запропонувати виїхати в США? Кому? Я не понял, кому? Коли злили документи Пентагону, тоді теж була новина, що ГУР співпрацює з Пригожиним, але вона швидко зам'ялася. Нет, ну, видите, я почему всегда так высказывался. Ну, а Сейфоп себя показал. Решили с меня слепить предателя. А сейчас, наверное, сам Доротич сидит и публикует, наверное, что Пригожин герой. Вот такие, это вы должны понимать просто масштаб личности и всего остального. И мне очень, ну, неприятно как, я понимал, что это мелкие люди. Я выставляю, набираю, значит, 300 тысяч в ТикТоке видео, 60 тысяч, под 60 тысяч в Инстаграм в Reels. Я везде, в этом, в Телеграм-канале, везде выставлял предпринимателей, которым разрушили, объявили комендантский час, взяли эскаваторы, поразрушали мафы предпринимателям в Херсоне, в многострадальном Херсоне. Я их поддерживаю, я их все, я им пиар создаю, я привлекаю внимание, чтобы все это увидели, этот беспредел, чтобы как-то ситуацию эту вообще изменить. А они что делают? Они с меня врага слепили, слышите? Вот такая вот это вот часть, кстати, украинского менталитета. Надо это ломать срочно. А предпринимателей я поддерживаю, даже если они не очень умные, я поддерживал, поддерживаю и поддерживать буду. А Сейфо поддерживает, но когда доходит до красной линии, опа, назад, поручкаться с чиновниками, договориться, в принципе, тоже одной этой на двух стульях. И решить вот такой вот миллиметровый под микроскопом вопрос. 2 или 5%. Это не глобально, я таким не занимаюсь. Что с Запорожской АЭС? Риски, я еще раз говорю, риски огромные. Риски могут быть, если убьют Пригожина, я даже сложно представить, что это будет. Риски сумасшедшие. Слабое утешение, если я вам скажу, что если случится трагедия на ЗС, то глобальной катастрофы, как с Чернобылем, не будет. Это говорят все, ну, вроде как эксперты. Вы знаете, и к этому скептик, но я там чуть-чуть почитал западных, не будет такой катастрофы. Но, опять же, это я говорю, сидя здесь, или там про людей, которые в Киеве, а в радиусе 100 километров это другая история. А у меня есть друзья из Запорожья, ну, так, если на "Ютубе" такой, наверное, есть на "Ютубе" такой канал "Стратег Диванного легиона". Вся эта ситуация была обоснована там полгода назад. Хорошо, теперь ваша задача пойти и на каком-то канале прорекламировать так меня. Денис, как думаешь, не будет ли Пригожин еще больше мразью, чем Путин? Я уже устал повторяться. Пригожин — часть спецоперации. Он не принимает решений, и эта ситуация сделана для того, чтобы закончить войну и сбросить режим Путина. А не Пригожин сидел, думает: "А сделаю-ка я переворот". Да никогда бы он сам на это не пошел без поддержки. Денис, есть ли риск, что Путин предложит командовать армией РФ как компромисс? Пригожину он отказался от переговоров. Возможно ли, что Польша заберет Калининград? Не знаю, не знаю. Не думаю, не думаю. Спасибо, Дмитро, спасибо. В Россми пишут, что колонны Вагнера зашли в Московскую область. Так, возвращаемся к СМИ. Мы будем так прерываться с вами. У нас сегодня ну, не такой стрим, к которому вы привыкли. Так, есть люди и на ТикТоке. Это хорошо. Нет, это не многоходовка Путина спрашивают. Это спецоперация западных спецслужб и украинских. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала закрыть границу между Россией и Белоруссией, а также выгнать российские войска из страны силами белорусской армии. Видите? То, о чем я говорил. Это принцип домино. Это все, сейчас вот так вот все посыпется. Одно за другим. РДК, все возможные партизаны, все.
Так, я жду новостей про Ростов и про Москву. Калужская область временно ограничивает автомобильное движение по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области, Тульской, Брянской, Орловской, Смоленской. Интересно, что там Янукович? Как там у него? Спинка вспотела или нет? Так, все, зять Шойгу уже в Дубаях, ясно. Головний редактор англомовної версії російського видання «Медуза» Кевін Ротрок повідомляє, що зараз прямий квиток з Москви в Єреван коштує $2400. Залишилось одне місце. Також спостерігається аншлаг на рейси в Стамбул і Тбілісі. Путін зараз може закрити границі в ближайшие двое суток, кстати. Поэтому я б на месте русских, а я поддерживаю, там есть 10, ну максимум 20% нормальных людей, свалить во время этого кипиша. Ну, те, кто не способен, да, какие-то эти. А если что-то начнется, не хочу прямым текстом говорить, вы все понимаете сами, что надо делать. Так. Дальше по новостям. Вроде экстраординарного ничего. Продолжаем общаться и ждать. Царев пишет, у меня нет для него культурных слов, это один из тех, кого я еще с 2014 года просто готов разорвать на части. Что-то кадыровцы очень долго едут. Да, я надеюсь, все они ответят за все, что они сделали Украине. Так, Иран відреагував, это уже было. Держсекретар США Блінкен обговорив збройний заколот у Росії із союзниками по G7 та головним дипломатом ЄС. Представник Держдепу заявив, що Блінкен підкреслив, що підтримка України не зміниться і що США продовжуватимуть тісно співпрацювати з союзниками та партнерами, оскільки ситуація продовжує розвиватися. Ну, понятно, дипломатія йде. Це все ясно. Так, видео, значит, выставили. Дроны, танки, множество людей у штаба Южного военного округа в центре Ростова. Я еще раз подчеркиваю, супер мудрое решение Пригожина. Это ж, понимаете, Пригожин это одно, мозги есть. А донеси это до рядовых каких-то, да, солдафонов, что нельзя трогать гражданских. Их надо пылинки с них сдувать. И очень показательная вот эта штука, это уже мем разошлась, в Ростове. Танки, БТРы, солдафоны ходят, ситуация напряженная, дворник себе метет улицу, понимаете? Это классический случай. Если бы это была регулярная армия, там бы уже посрачниками гоняли. Поэтому это прям такое преимущество психологическое просто колоссальное. И то, что сейчас тиражируется по оппозиционным телеграм-каналам, значит, то, что люди там с магазинов покупают еду, шоколадки, приносят бойцам ЧВК «Вагнер», это все. Это так тонко и так продумано, это ключевое. Поверьте мне, это ключевое. Психология — это, наверное, 60% успеха будет здесь. Так, друзья, кто в ТикТоке, вопросы не могу читать с двух платформ. Слушайте, пожалуйста. Если хотите вопросы в Ютубе, ссылка в шапке профиля, переходите. И подписывайтесь везде. Везде подписывайтесь, друзья, на всех платформах. Ютуб, ТикТок, Телеграм-канал. Это крайне-крайне важно. В Телеграме сейчас постоянно вообще буду. Круто наблюдать за тем, как происходят неожиданные ситуации в этой войне и как все рушится, как карточный домик. Да, да. Ну, у меня прям воодушевление по этому поводу. Мені здається, що зараз нам просто необхідне створення незалежного СМІ. Може, зараз саме час його створення. Бабки, бабки. Объявлю сбор, я просто не могу в такие моменты, я вам рассказывал. И посмотрим. Я сам все тянуть не могу. Но это однозначно будет бизнес-проект. Он должен окупаться, зарабатывать, развиваться 100%. Я знаю, как это сделать. Так, чому кадирівці їдуть на Ростов, а не на Москву? Во-первых, Ростов ближе, во-вторых, захвачен Ростов и Воронеж. Они будут пытаться выбить оттуда. Вагнер. Мне сегодня снились всю ночь сны про Беларусь. Понял. Будет ли ЧВК Вагнер захватывать склады с ядеркой? Пишут, что да. Слабо верю, но пишут, что да. Так.
Мені страшно, якщо Путін все-таки залишиться при владі, і що він далі буде робити в Україні і Європі. Якщо уб'ють Пригожина і переворот, путч не удается, есть риск того, что Путин пойдет на НАТО. И риск тактического ядерного удара повышается в разы. Это, как знаете, раненый зверь, который опасен. А там у человека, мы уже все знаем, на что он способен, что это просто человек отмороженный полностью. Мне кажется, там придумали новый сценарий, чтобы спасти Путина. Ничего не понял. Друзья, лайки, лайки, лайки. Пожалуйста, лайки. Как это так? Давайте прямо сейчас 3000 лайков сделаем. Это ж продвигает стрим. В ТикТоке тоже тапайте по экрану, пожалуйста. Да, Путин удрал из Москвы, ну, естественно. Это не то, чтобы он удрал. Президентов охраняет служба безопасности. Я могу вам рассказать, пока мы ждем новости, такой случай. Значит, Кеннеди, которого убили, он очень сильно пренебрегал личной безопасностью. Он хотел ездить к любовницам, там, без сопровождений, как-то вот частную жизнь иметь, все остальное. Ну, видите, доигрался, его убили. И после этого внесли там, по-моему, если не ошибаюсь, даже поправки в Конституцию США. Если президент США начинает упираться охране или мешать ей, то это повод для импичмента. В России такого нету, но там, ну, это не то, чтобы он выбирает, что делать. Есть протоколы действия. В таких случаях делаются протоколы, вернее, выполняются. Путин боится Пригожинської кувалди, хто-то пише. Так. Якщо буде ядерка, то і відповідь буде. Я говорю не про стратегическую ядерку, про тактическую. Не дай бог, я даже не хочу всерьез об этом думать. Про Такаева сказал, многое переосмыслил, но это все равно. Казахстан во многих вопросах впереди Украины, кстати. Но это все равно постсоветская страна, постсоветский менталитет. Но там британское право, они хотят сейчас налог с продаж вводить. Там все-таки чуть-чуть по-другому. Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту за исключением тех, кто ранее совершил тяжкие преступления. Закон также предполагает, что ограниченно годные граждане смогут заключать контракты с ВСРФ в период мобилизации военного времени. Все, готовится. Путин готовится уже. Сейчас, я думаю, границы вот-вот закроет. Или какие-то там супер ограничения, ну что-то сделает. Из Ростова-на-Дону активно выезжают люди. Масса видео выставляются. Понимают, чем пахнет. Ничего, пусть попробуют. Те, кто так поддерживали режим, пусть попробуют, каково это так пожить. Как мы пожили. И многие сейчас, я просто вынужденно выехал, да, но 7 месяцев пожил в таком режиме. А люди продолжают жить. Я думаю, большинство моих зрителей. Пусть и они попробуют, каково это. Это не мемчики лайкать в телеграм-каналах, что тут нам творили, как они поддерживали. Это другое. Російська міліція блокує дорогу на Москву, відбираючи у цивільних вантажівки, повідомляють. Ну вот, видите? То есть эти забирают частную собственность, а Пригожин выставляют все так, что им носят шоколадки, и, в принципе, бойцы ничего не трогают, в очередях стоят, там я видел видео, в магазинах продуктовых. И, видите, все подтверждается, все подтверждается. Это вот та ошибка, которая была допущена. Я рассказывал, что у меня с Арестовичем возник конфликт в марте. У меня пытались отобрать тероборона мой автомобиль, один из автомобилей на моей компании. В то время там был водитель за рулем. Без объяснений, без юридической процедуры. На лоха проверили. Потом там уже управляющие, значит, менеджеры, значит, начался кипиш, давай вызывать полицию. Только полиция, все, резко машина стала не нужна. Это все вот отсюда вот идет. Надо это уметь организовать правильно. И еще, кстати говоря, я постоянно просто такие параллели буду приводить, потому что сразу приходит в голову. Значит, по поводу Пригожина. Блин, и вопросов накопилось. А з Пригожиним є сенс проводити переговори в плані з Україною? Пригожин, я буду, наверное, сегодня, ну уже, извините, придется 1000 раз, люди все время подключаются. Пригожин это решение принял не самостоятельно. Это операция с ЦРУ, не знаю еще с кем, с ГУР Украины, естественно. Это не решение Пригожина, он проснулся и решил такое сделать. Четко спланированная операция. Если у него получится, война в Украине закончится. Вернем, возможно, все территории.
Это, кстати говоря, вот я радуюсь, у меня, видите, не удаляются ни видео с канала, ни стримы. Я всегда говорил, вот сейчас мои постоянные зрители пусть подтвердят, всегда говорил, я надеюсь, что у Зеленского в голове есть какой-то план. Ну, я подразумевал, что какие-то эти игры идут. Видите, я это 11 числа спрогнозировал, все, 11-го, 2 недели назад. Да что то, что они рассказывали в публичном пространстве, это было полное оболванивание. То есть Америка ведет договоренности с уголовниками, значит, рассказываю. Америка много раз в своей истории финансировала, вооружала, поддерживала полных негодяев. Та ситуация, когда есть стратегически важная территория, на которой соперничают два негодяя, они выбирают негодяя, который меньше негодяй, для того, чтобы изменить ситуацию, а потом думают, что делать дальше. Если есть выбор в России между Путиным и другим негодяем, но который с ними разговаривает, значит, они выберут другого негодяя, и будет все по-другому. Но я еще раз подчеркиваю, взять то, что в голове у Кадырова и у Пригожина. Пригожин это, ну, кандидат, доктор наук. Поэтому ясно, что, ну, вы понимаете все прекрасно. Так. Ставим лайки, друзья, ставим лайки. Кто хочет ответы на вопросы, в Ютубе отвечаю на вопросы. Это я говорю для зрителей в ТикТоке. Так, вагнеровцы в Ростове начали разоружать кадыровцев и брать их в плен. Последняя новость. Раскулаченный бизнесмен Олег Тиньков прокомментировал события в России. Повар Путина заварил щей. Но это начало. Скоро Украина ему и десерт подаст. Убогий питерский бандит, жри. Супер. Да, надо сказать, Тиньков, наверное, болезнь его, ну, такое, в принципе, часто бывает. Кого война, кого болезнь заставляет переосмыслить все в жизни. У Тинькова такое произошло. Так. Ну, все, следим за новостями, отвечаю на вопросы. Денис, трачу спонсорское сообщение на это. Галина Лукина в бан. Прочитайте, что пишет это. Сейчас, Галина Лукина. Во-первых, спасибо за спонсорство всем. И новым, кто. Это важно. Только благодаря вам развивается канал. Так. Я не вижу Галину Лукину. Но если увижу, значит, я ее забаню. Если она пишет какие-то гадости. А, нет, наверное, если она русофобка, вы перепутали. Русофилка, наверное, не русофобка. Ладно, найду забаню. Бог с ней. Поясни, що таке тактика і стратегія. Тактика – это краткосрочный план действий, а стратегия – это долгосрочный, что вы хотите в итоге. И тактика является частью стратегии. Последняя прическа Буданова – это тонкий намек был. Да, я хотел тоже на стрим голову, вы знаете, я всегда как бы стригусь, но машинкой. А это хотел под бритву, но не стал тратить время. Думал, как бы символично будет. Я уже уявляю, как Соловьев переживает за свои гонорары. Да вы не понимаете. Соловьев сейчас Сейчас, если будет это, Соловьев скажет: Женя, я всегда был за тебя, мы же вместе, мы в конце концов соплеменники, ты я еврей, Женя, ты лучший. Это ж, вы что, это так работает. Так. А якщо це все брехня, пиль в глаза? Ой, Дарина. Ну вы на правильном пути, вы на моем канале, будете много знать, значит. Вот меня поливают грязью, да, по заказу с офиса президента, просто какие-то негодяи. А я 11 числа все спрогнозировал. Ну, наверное, у меня и потому, на стриме, ну, больше всех, сразу после всех медийных, тех, кто с телевизора не вылазит. Типа Гордона, Арестовича и всех остальных их. Так. Да, Виктор Федорович там, я думаю, вспотел конкретно. Могут ли поляки зайти в Беларусь, если режим Лукашенко распадется? Дуда привел свои войска в боевую готовность. А зачем полякам Беларусь? Вы сейчас, тем более вы же давно на моем канале. Зачем полякам это делать в Беларуси? Поляки это что, захватническая армия? Ну зачем им это делать? Или они Речь Посполитой собираются восстанавливать? У поляков есть страна, они сделали свой выбор, выбрали националистический путь, уменьшились в территориях и живут себе, процветают. И опередили Украину на 30 лет вперед. Зачем какая-то Беларусь? О чем вы говорите?
Просто они, видимо, понимают, что если это не удастся, то Путин может учудить все, что угодно. Поэтому, ну, плюс Дуда, конечно же, поставлен в известность. Об этом поставлены в известность, я думаю, все, кто близко к нам находится, и все, кто сейчас в этом альянсе. То есть перед операцией, конечно, о таком должно знать минимальное количество людей. Да где же эта Галина Лукина? Все пишут, а я не могу. А, вот она. За что это? Вы за Пригожина? Я вам рассказываю, что будет с Украиной, если мятеж будет. Так, я понял. В бан. Так, новости. Так, телеграм-канал Ксении Собчак сообщает, что в Тульской области перекрыли выезд из Ефремова. Также со ссылкой на местные паблики канал пишет, что заблокирована главная улица Ефремова. Ефремов находится рядом с трассой, ведущей из Воронежа в Москву. Вот так вот. Кстати, Ксения Собчак, э, не хочется выражаться, ну, проститутка настоящая. Всегда я говорил, что она за Путина, всегда тоже это все мыльная позиция. Она сегодня открыто поддержала Путина. Это вам просто кто не знает. Ксения Собчак открыто поддержала Путина и выступила против этой ситуации. Вот и все. А в такие моменты как раз все и проявляется. Ходорковский выступил, поддержал Пригожина. Ходорковский. Денис, що буде в Україні з ЗСУ після закінчення війни? Я не хочу сейчас об этом говорить. Я, в конце концов, не президент Украины. Это все будет решать президент. Я только хочу одно: окончание войны и выборов. И президентских, и парламентских. Вот это то, что я хочу. А что думаете по Приднестровью? Да, и там Молдова может забрать Приднестровье. Я же вам сказал, Беларусь, вы сейчас про Приднестровье, все это включится. И Крым может вернуться, и Донбасс. Сейчас только бы главное это безопасность Пригожина. Но, что я заметил, лично мои наблюдения. Значит, когда он снимает сейчас видео, за спиной десятки бойцов ЧВК «Вагнер». Это говорит о чем? Это не как у Путина. Он пользуется, по-видимому, просто бешеной популярностью, авторитетом внутри самого движения. Это важно. Если у тебя за спиной солдафон, и любому, которому можно дать деньги или что-то стукнет, бахнуть тебя, не-не-не, это уже серьезно. А значит, они будут выполнять все, что он скажет. Значит, они идут до конца. Нет, я не верю, что Польше нужен Калининград. Якщо Пригожин завербований, то навіщо тоді була м'ясорубка в Бахмуте? Так я же вам рассказываю. Я не знаю, завербован был 10 лет назад или это произошло во время этой спецоперации. Может быть, вербовка — это некорректное слово. Договоренность. Договоренность. Скажите, если Пригожин захватит Москву, этого будет достаточно для захвата власти? Конечно, конечно. Это, если Пригожин захватывает Москву, значит, он, по сути, совершает военный переворот. Значит, теперь дальше начинает Россия в каждом регионе, это же многонациональная, многоэтническая страна, начинаются свои везде движения, свои волнения. Все. В это время ЗСУ идет контрнаступление, эти начинают бежать, потому что у них внутренние дела. Украина восстанавливается на 91 год, получается так, ну, в идеальном варианте. В идеальном, может, не все так просто, но в идеальном варианте. Все, они там себе варятся в своем котле. В Беларуси то же самое происходит. И мы наблюдаем, что происходит там в России. Надеюсь, США все сделает так, чтобы там уже совсем все шло по-другому. Денис, как думаете, Ермак был посвящен в эту спецоперацию с ЦРУ? Я не знаю. Я знаю, что Ермак не отходит от Зеленского. Зеленский никакие переговоры без него не ведет. Я не в курсе. Большая часть кадыровцев, или большая, не знаю, не сделали ударение, кадыровцев все еще стоит в пробке перед въездом в Ростов. Шел 5-й час пробки, пишут. Так, что там еще в новостях? Здравствуй, Денис, что случилось в 2 словах? Не-не-не-не-не, это вам придется напрячься, что-то сесть, почитать. Или просто слушайте, по ходу дела поймете. Идеально для Украины еще Белгород, Курск. Нет, 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 нет. Это точно я против этого. Нет. 91 год, цивилизованный мир решил,
карты нарисовали, точка. Я против вот этих вот моментов, вообще против категорически. Перерисовывать карты. Куди Путін дінеться, якщо Москву захоплять? Думаєте, Путіна піймають в Росії? А как делал, например, Каддафи, который все время перемещался, и все подобные персонажи? Они все время как крысы бегали по своей стране, то же самое и Путин. Они потом столицу перенесут. Это как в Афганистане, как на Ближнем Востоке. Те считают, что они правительство, те считают, что они правительство. Страна делится на 2, 3, 5 частей. Не знаю, может быть, свободная Ичкерия будет, и там будет независимость, те. Я же говорю, Россия огромная страна, много этносов. Все, и каждый будет думать, что он власть. На самом деле, потом после России будет 10 разных государств, например. Может, где-то будет Путин рулить, я не знаю. Но там выход такой, или Гаага, или как с Чаушеску. В итоге все равно. Чуй, слухай, а якщо Пригожин піде на умови ВВ, як тоді? Не слышат люди. Не слышат люди, что это операция глобальная, а не просто Пригожин что-то выторговать хочет. Друзья, ставим лайки. 5000 зрителей, новый рекорд, ставим лайки. Так, на ТикТоке тоже много. Кто хочет ответы на ТикТоке, друзья, ссылка в шапке профиля на YouTube. Переходите, подписывайтесь везде. Так, и на вопросы отвечаю здесь. Так, так. Кадыровские подразделения продолжают прибывать к Ростову. В Липецкой области не придумали ничего лучшего, чем просто уничтожить часть дороги. И фотография, как вот так вот срезана дорога. Но я вам скажу другое, мое личное мнение. Я смотрел это выступление Путина. У меня сразу перед глазами была, конечно же, ночь с 24 числа февраля. Сегодня он был уже другой. Он дрогнул. Он наложил штаны. Грузия, да, конечно. Если все это так идет, Грузия должна идти забирать свое. 100%. 100%. ЗМІ. Вагнери вже в Підмосков'ї. Ну, ми ж читаємо це все, да. Да. До речі, США зараз мовчать, дійсно зараз детально дивляться за операцію. Ні, Блінкен, я тільки вже зачитував, Блінкен виступав. Ну, це таке, це дипломатія, це вони там зараз будуть, да, ми наблюдаємо, да, пристально наблюдаем, это все такое. Не стоит даже на это обращать внимание. Сейчас выступит Сунак, премьер Британии, сейчас там Макрон, Шольц выступят, что мы обеспокоены, мы наблюдаем. Все это ясно. Но я не думаю, что Макрон и Шольца кто-то ставил известность. Это два таких супчика. Вы знаете, я их не люблю. Да, CNN, я тоже это зачитывал, что CNN считает, что в течение 24 часов все решится. Ну, видите. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но я все это написал заранее, все это очевидно. Так. Как думаешь, будет полноценная гражданская война? Друзья, никаких прогнозов не даю. Так все сложно. Главное, щоб Пригожина не убили. Керівництво РФ розглядає можливість визнання ПВК «Вагнер» екстремістською терористичною організацією. Роззмі. Ну еще бы. Так что разглядая. Я уверен, что они это сделают. Какой другой выход? Если Путин дал приказ четкий, ликвидация лично Пригожина. После того, как тот отказался вести переговоры. И еще гуляет такое видео, я выставлю, может быть, или в видео вставлю. Но, правда, сейчас не до видео, сейчас будем только стримить в ближайшие дни. Там столько всего, обложки нарисованы, видео отснято. Но, кстати, тоже пророческое, потому что на одной Пригожин. Я, видите, хотел эту тему развить, уже все переигралось. Ну ничего, потом выпущу. Постфактум, может, переписать видео придется. К чему я вел? Кто-то там, наверное, журналист спрашивает у Путина, что вы типа прощаете вообще в жизни? Он, да, прощаю. Но не все. А что не прощаете? И он так четко, предательство. Поэтому вот такая вот ситуация. Кого бы я сейчас послушал, так это Пугачева, который вот этот Гордон все время интервьюировал. Он их просто всех лично знает. Да, надо все делить на 10 или на 100, что он говорит, но он знает людей этих лично. Может как бы их психологию понимать. Сейчас Чичваркин должен включиться. Вся вот эта вот русская оппозиция в изгнании, которая.
Видите, я тоже оппозиция в изгнании к Зеленскому. Почему, спрашивается, за что? Алексей Арестович призвал вагнеровцев не убивать хороших русских в Москве. Алёша, Алёша. Так, Пригожин эти месяцы просил боеприпасы. Это был обман? Возможно, это был искусственно созданный повод для того, чтобы нарваться на конфликт. Да, спасибо, друзья. Елена Якубовская, спасибо. Для тех, кто репостят, ну, распространяют линк на мой стрим. Спасибо большое. Еще раз призываю всех, подпишитесь, лайк и обязательно подписка на телеграм-канал. Всех добавлю после стрима. Так, не жалеем лайков, точно, лайкайте, друзья, пожалуйста. Это все продвигает. У нас рекорд 5140 человек. Я вам рассказываю, что когда сидит Гордон с Головановым, у них 10 тысяч. Я всего лишь год в медиа. Вообще не медийный человек. Никогда на телевизоре не был, но не сидел в прайм-тайм, как Гордон с Арестовичем. Поэтому это показатель серьезный. Чи Путін зможе запустити тактичну ядерну зброю, якщо діло буде пахнути кінцем для нього? Смотрите, если конец для него, то у него есть смысл только на стратегическую, а вы пишете про тактическую. Тактическая — это та же ракета, как обычная, но начинена другим. Все. Это же не глобально так, как стратегическая. Денис, а с чего вы так уверены, что это все организовано Западом? Есть какие-то супераргументы или это из ваших личных наблюдений? Э, Супераргументы состоят из моих личных наблюдений, из того, что я знаю, как эти вещи происходят. Вот и все. А ваше дело, вы уже смотрите сами, верить, не верить. Если вы считаете, что решил Пригожин проснуться и пойти на Путина, и это возможно так просто, и Буданов голову побрил, и все уверены были в границе 91 года, то это ваше личное право и дело. Ворог мого ворога — мій друг. Да, иногда да, 100%. Патрушев с Пригожиным заодно, не знаю. Но единственное, они же взяли за одно место этого, на Ин заканчивается фамилия, как его? И еще там одного. Это ближайшие партнеры Пригожина. Их вчера взяли за одно место, заставили видеообращение написать. То есть кое-что пошло не так. Я так понимаю, что они должны были в какой-то момент включиться изнутри и развалить. Там уже ФСБ сработало. Кадырівці въехали в Ростов. Все, сейчас начнется. Я думаю, через минут 30-40 будут жесткие бои, уже видео будет. Кстати, напишите, кто знает, сколько вагнеровцев укрепилось в Ростове. Алеша за границей. Не, Алеша вернулся. Алеша вернулся. И говорит в последнее время, ну, 80% я с ним согласен. Готов даже закопать топор войны с ним. Так, если он будет в оппозиции к Зеленскому. Сейчас впряжется Альфа, вымпел, и все закончится. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Я вам рассказывал. Они герои только против гражданских и против бабушек. Это вам не в автозаке запихивать дубинками беззащитных людей лупить. Это настоящие ребята, которых работа убивать. Я про Вагнер. Так. Российские военные на въезде в Москву. Фотографии публикуют. Так. Ну, Собчак, все ясно. Кадыров, все ясно. Колонны вагнеровцев под Московской областью. Раньше нуля, 00:00 время, 12 часов ночи, они в Москву не попадут. Далеко Москва еще, не все так быстро. Так, в Киеве 16:37, в Москве, по-моему, плюс час, да, если не ошибаюсь. Ну, то есть еще часа 4, часов 5 до глобальных вещей. 25 тысяч — это вы написали всего ЧВК «Вагнер». Но сейчас они будут зэков набирать по новой, их будет сейчас больше. Будет тысяч там, не знаю, может 30. Я имею в виду, сколько в Ростове. 25 тысяч — это вся группировка. Не Сечина, там другой, этот я забыл его. Стивен Кинг в чате. Что Путин сеял ветер, а пожинать будет вихрь. Слава Украине. Да. В Москві хочуть зробити комендантську годину. В таких ситуаціях, я ще раз говорю, протокол, нет другого вибору.
Эрдоган допоможе Пути? Ну, ладно, люди подключаются постоянно. Эрдоган всегда будет вот так вот. И с Западом, и тут помогу, конечно. В Киеве и Москве летнее время одинаковое. О, понял. Друзья, ставим лайки. Друзья, ставим лайки. Суровикин, да. Спасибо. Вылетело из головы. Да, разворот событий сумасшедший. Живем в исторические времена. Мое поколение так уже столько насмотрелось. А если кадыровцы и Пригожин заодно? Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Нет, такого не будет. Если у Кадырова нет другого варианта. Они договорились в свое время. Он предал свой народ, они договорились. Он пилит миллиарды долларов на том, что его финансирует Россия. Для него Путин это папа, это весь его краник. Все. Я почему всегда отличал чеченцев и кадыровцев. Это один этнос, но это совершенно разные люди. И мое отношение к ним совершенно разное. Так, Евгений, спасибо. Так, спецоперация началась. Ну да. То, что Буданов побрил голову, это реально сигнал Пригожина, это не сигнал, это троллинг Путина. Буданов же у него такой, я так понимаю, чистолюбивый, хочет быть на коне, чтобы потом писали в истории, что вот Буданов побрил голову, и в этот день началось. Ну, он такой чудак. 217-й гвардійський парашютно-десантний полк перейшов на бік Пригожина. ЗМІ. Отлично. Такое будет массово. Помимо всего прочего, вы же не забывайте, это как в Украине они звонили, Россия звонила, мэрам предлагала бабки за сдачу, СБУшникам, еще там кому-то. Предлагали деньги, амнистию и типа на выход. Сдай город без боя, освободи, там, позиции сдай, все что угодно. И военным нашим в том числе. Значит, так же и там работает. От Пригожина звонят, предлагают бабки, и все. Бабки, неприкосновенность, все. Там не всегда вопрос идеологии, все иногда гораздо банальней. Какая может быть идеология, если Россия может их спецслужбы за 3000 гривен покупают в Украине наводчиков? В чем? Это, если ты ничтожество, то ты ничтожество. Нет, сейчас рекорд на стриме, конечно, 5200. Ставим лайки, друзья, благодарен всем. В Білорусі буде. Друзі, не можу постійно по кругу все повторювати. Сьогодні вже про це говорили. Бо так швидко голос сяде. Беларусь будет, друзья, будет и Беларусь, будет все. И Грузия будет, дай бог, и Приднестровье. А если бы Сырский поднял бунт и пошел на Киев, давайте без глупости, я вас, ну это же не детский сад, ну вы что? Какой Сырский? Может, ВСУ самое время прийти на помощь Пригожину? Ну так сейчас эти пойдут туда, а мы будем это все свое забирать сзади. Ксения, это вы кому, не понял? Уганда готова помочь Путину навести порядок. Кто-то пишет. Сколько сегодня будет длиться стрим? Я не знаю. Я, может, буду вставать на минуту, потому что я телефон, например, обложился. Позвонить мне нужно будет. Там минута перерыва. Может, будем выключаться, потом снова включаться. Это марафон, это не быстрый забег. От голоса многое зависит. Потому стараюсь больше брать пауз, интенсивно не вещать. Даешь Москву за 3 дня. Надеюсь на это. Как же у Гиркина очко сжимается? Да Гиркин подключится еще, посмотрите. Пригожин вербован, вы серьезно? Вполне, вполне. Я вообще серьезный человек и, сказки не рассказываю. Мятеж Вагнера предвещает поражение РФ. Блумберг. Так, новости.
Американские и западноевропейские официальные лица застигнуты врасплох эскалацией в РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с мнением администрации президента США Джо Байдена. Источники говорят, что США и официальные лица ЕС стараются не вмешиваться в события, разворачивающиеся в России из-за того, что российский президент Путин может использовать в качестве оружия любую предполагаемую причастность Запада к эскалации кризиса. То, что я вам сказал. Что если Пригожина убьют, то... Источники также сообщают, что официальные лица администрации созвали экстренное совещание в пятницу вечером, чтобы оценить события, которые развернулись так быстро, что застали врасплох официальных лиц США и Европы. Но это все сказки. Европа может быть, США все знала. В то время как последние несколько месяцев напряженность между главой Вагнера, Пригожиным и Минобороны России неуклонно росло, американские и европейские разведчики не предсказывали, что Пригожин двинется штурмовать Ростовскую область. Ну, конечно, своими силами. Ну, конечно, да. Трудно сказать, сколько было разговоров, а сколько было правдой. Напряжение нарастало так долго, что на самом деле ничего не происходило, сказал один из источников. Представитель европейской разведки сообщил CNN, что температура явно нарастала, но мало кто мог предсказать, что планировал Пригожин. Но европейские для меня не авторитеты, не показатель, это понятно все. Чиновник сказал, что Запад будет наблюдать за тем, как это будет происходить в течение 24-48 часов, то есть сутки двое, после чего нехватка поставок, вероятно, начнется сказываться на силах Вагнера. Это то, что я сказал вам в начале, что это делается только максимально быстро, это не будет неделями длиться. То есть ва-банк, или пан, или пропал. Американским или европейским официальным лицам не ясно, насколько заранее Пригожин планировал нападение. Один источник, знакомый с западной разведкой, сказал, что на организацию, по-видимому, ушло как минимум несколько дней. Другой источник, однако, отметил, что Ростов находится очень близко к линии фронта в Украине, поэтому, возможно, это не требовало особой подготовки. Вагнерівці заблокували поліцейських у відділах поліції Ростова. Ну, а правильно, а що з ними ще делать? СОБР і ОМОН також блоковані на своїх базах. Пусть сидять і не рипаються. Так. Ну, а в Ростове просто караул. Люди просто массово валят, вокзалы завалены. Вижу фотки, вижу видео. Так. Фейгин обсирал Пригожина. Ну, что сказать. Понимаете, вы думаете, почему у Фейгина сколько там у них на стримах? 50 тысяч? Людям такое нравится. Мне так было интересен этот феномен, да, я же сам этим занялся. Феномен интересен, как же так? Ну, включил этого Фейгина с Арестовичем. Ну, как я не включал, Арестович засыпал, Фейгин его будил. Вот это монотонное вещание. Ну ладно, Лешу уже трогать не сильно хочу, бог с ним. Но Фейгин, что он такого сказал важного? В чем этот человек специалист, в чем он разбирается? Это цирк, просто цирк, цирк. Есть видео, где уже первых кадыровцев пакуют, отлично. А как нам избавиться от офиса президента? Закончится война, будет предвыборный процесс, будут выборы, и будем говорить об этом. Зеленский не должен быть президентом Украины больше. Я даже вам так скажу. Я ему прощу все и заберу все слова назад в двух случаях. Первое, если он откажется идти на выборы и не будет открыто лоббировать никого от себя, типа Ермака или кого бы то ни было, любого другого. И второе, если закончится война, он убирает Ермака, полностью на 180 градусов разворачивается, набирает других людей. Меняет экономику, строит другую страну, разбирается с криминалитетом. Тогда другой разговор. У него еще есть какой-то шанс на это. Все остальное для меня не подходит. Он за 4 года ничего не сделал, ничего. Он возглавил систему. То, что они хотят ставить Кипера на генпрокурора, только показывает то, что там никто ничего не понял. Все ты обманываешь, никто тебе не поверит, пишет Магомед Алиев. Понял? Магомед, ну пока что меня слушает больше 5000 людей, а не тебя. Понимаешь, в чем проблема? Бесплатно, без телевизора, понимаешь? Думаю, що кадирівці не витягнуть вагнерів. Я так думаю. Як ви ставитесь до Навального? Точно не мой герой. Точно не. Абсолютно безидейный человек. Я вообще не его фанат, но по-человечески мне его жаль. И да, считаю глупым это решение, то, что он пошел в тюрьму, это все глупо. Я не люблю подходы мучеников, это не то. Нужно сражаться, а с тюрьмы ты не посражаешься.
То есть Ходорковский гораздо более эффективен, чем Навальный, при том, что он не пользуется таким авторитетом, как Навальный. Или тот же Чичваркин. А вообще, дед, ты же много раз был в Вагнер-центре. Может, ты скажешь, что сам думаешь об этом и за кого ты? Это Валера Власенко, спонсор канала. Кому вы это обращаете? Кто тут дед? Вірані заявили, що події в РФ внутрішньо, да, це все вже читав. Фейгін це так само, як в Тіктоці. Найбільше переглядів переважно набирає якась дурня. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Поскольку общество в целом в мире деградирует, мне, знаете, вчера такое классное попалось видео, эволюция Майами, ну, поскольку я сейчас здесь живу, эволюция Майами с 1920 там по 2020. И я еще раз укрепился в мысли, я как-то вам на стриме рассказывал. Вся лучшая музыка, все лучшие фильмы, спортивные события, все было создано вот в этот где-то промежуток. Где-то с конца 80-х, там, может, по 2008 максимум с натяжкой. За вот эти 20 лет, там, пусть с 88 до 2008. А дальше пошла такая деградация общества, просто караул. Ну, понятно, технологии этому содействуют, сопутствуют. Кому-то ума набираться, как нам с вами, а кому-то деградировать. Это уже личный выбор каждого. Доступность информации. А как ты ее используешь, это уже. Тепер ясно, чого Вагнервейт зірвали. Посмотрим. И, возможно, это будет исторический стрим. Ну, возможно. Російські олігархи та політики масово покидають Москву на приватних літаках. Частина з них вже приземлилась за межами РФ, повідомляє видання «Важної історії». Да-да, на том самом противном Западі загнивающем, естественно. Бізнес-джет олігарха Аркадія Ротенберга вилетів з Москви в 11:30 ранку і приземлився в Баку. В Азербайджан полетів. Політ був запланований ще вчора ввечері. Літак віце-прем'єра Росії Дениса Мантурова вилетів із Москви о 7 ранку, приземлився в турецькому Даламані в 12. Бізнес-джет олігарха Потаніна очікує виліту з Москви до Стамбула. Ні, не на загнивающий Запад, в Азію поперли. Так. Інші росіяни сьогодні навряд чи зможуть кудись полетіти, оскільки ціни на авіаквитки в безвізові країни різко злетіли. Так, квиток до Єревана 200 тисяч рублей, до Дубая 350 тисяч рублей. Друзья, ставим лайки. Що буде робити Китай? От я точно буду наблюдати за ситуацією. Будут наблюдать за этой ситуацией и думать, наверное, пора забыть про Тайвань. Ну, дай бог. Про Китай это будем говорить, когда будет актуально. Там есть движение миллиардеров, богатейших людей, которые против Си Цзиньпиня, которые хотят видеть Китай партнером США, либеральным, с процветающей экономикой, не хотят ни войны, ничего такого. Придет время, и там прокачают ситуацию, дай бог. Денис, чем эта ситуация повлияет на ситуацию Украины? Ну, как вы думаете? Я думаю, всем. Я об этом уже сколько? Час 15 рассказываю, сижу. Денис, як ви думаєте, Шарій 100% за Росію чи підтримує Україну на пару процентів? Как это? Он уже перекрасился, он уже проукраинский человек. Это же... Хотел на видео, ну ладно, давайте сегодня. Я придумал термин информационная мивина, ввел его. Я придумал термин медиаэскорт, ввел его. Сегодня ввожу еще официальные термины. Медиапритон и медиапомойка. А вот кто это такие, я расскажу вам позже. Вернее, медиабордель и медиапритон. Расскажу вам об этом позже. Так, так, новости. В Липецкой области раскапывают автодороги, создавая рвы. То, что я вам рассказывал. На возможных маршрутах передвижения вагнеровцев. Все, кадыровцы начали свои угрожающие, пугающие видео выставлять. Да. Уже называют их антивагнеровские рвы.
Я просто, знаете, всегда в таких ситуациях. Вот я вспоминаю Майдан в Киеве. Но вот мне сложно представить, что в голове у какого-то мента, который на стороне против людей стоит. Как это возможно? Мне сейчас тяжело представить и вот это вот все. И для меня вот это всегда тема была: я на работе, я на службе, я выполняю приказ. Я никогда этого не понимал, честно вам говорю. Я вообще не такой человек. То есть у человека вообще нет никакой идеологии. Денис, что может случиться, если Пригожина убьют? Это будет очень плохо. Это может быть все, начиная от ядерного удара, заканчивая войной с НАТО. Слабо понимаю, чем, но тем не менее. Нет, пишут, Шари сын собаки. Я люблю собак и животных. Я считаю, что это... Мне не нравится ни выражение свиньи собаки, и это все не нравится мне. Так. Шари это такой супер дорогой медиа-эскорт. Топовый, топовый. Международного масштаба. Предатель Украины однозначно. Столько поливать гадостью не власть, а именно Украину, перекручивать факты про вот этот MH17, про все. Это вы что? О чем вы говорите? Для него власть, действительно, у нас были только плохие президенты, это был просто хороший повод. Если я вот, например, всегда разделял Украину и Зеленского, что бы мне вообще что-то говорить против Украины? С чего бы вдруг? И у меня поэтому там 50% аудитории всегда было украиномовных людей. То этот человек чисто Украину всегда поливал. Это большая разница есть. Я там прожил, я там зарабатывал деньги, зачем мне это? А он там, где заплатили, туда і пішов. Денис, де ви читаєте новини? Рекламувати не буду. Заплатять, тоді буду, якщо це не дуже поганий телеграм-канал. Свои надо делать, правильно кто-то написал, свои надо делать. Важный вопрос, как быть с ядерными кодами при захвате Пригожиным власти, как происходит эта процедура, ведь Путин наверняка улетел с чемоданчиком. Никто не захватывает чемоданчик. Ядерное, и это все, я думаю, фейк про ядерные эти хранилища, не знаю. Конечно, ЦРУ знает, где они, понятное дело, но я пока в это слабо верю. Только не ставьте, пожалуйста, вот эти привлекающие моменты, это нечестно по отношению. Вы становитесь, если хотите, чтобы я отвечал на ваши вопросы, становитесь спонсором канала. И я сейчас, наверное, просто перестану отвечать специально на вопросы, где дополнительные знаки ставят, привлекающие внимание. Вопросы спонсоров в приоритете. Ну, спонсоры иногда тоже тупят, но я стараюсь. Я благодарен всем спонсорам, на них держится канал. Ну, факт. Історія повторюється. Нацисти евакуювали свого часу в Південну Америку. Да, я тоже убежден, что Гитлер не застрелился, а дожил до старости в Аргентине. Я много анализировал, много читал, и там ЦРУ, и ФБР опубликовали документы, разархивировали, открывали. Так, смотрим новости. Мгм. Так. У меня одноклассник в Ростове, он пока на звонки не отвечает, пишет человек. До Москвы залишилось менше 2 годин. Как это так быстро? Что-то сильно быстро. В Украине сейчас 6, да? А писали, что к 12 к Москве. Не, еще долго. Денис, як дивишся на те, чи може в РФ початись довго громадянська війна? Громадянська може, але не думаю, що довго. Запись будет, ничего не удаляется с моего канала. Нет, Дон не объединяется с Пригожиным. Ну, я в это не верю. Это я лично в это не верю. Пригожин, Бенджамін, я і так буду вас читати, не ставте восклицательний знак. Пригожин заручився підтримкою Суровікіна і перекидає до Росії групи найманців з Сирії. Інтересно. Если ЧВК такие эффективные, почему их нет в Украине? В моей программе реформ есть легализация ЧВК в Украине. Они есть в Америке, и много ребят, которые себя не смогут, ну это просто показывает опыт других стран, не смогут себя найти в гражданской жизни, в обычной. В принципе, есть в мире процент людей, 5%, которые только воевать хотят, ничего другого не могут делать и не хотят. Это нужно. И для Украины будет польза в случае чего. Это и деньги, и все остальное, влияние.
Но это, конечно, не Зеленский надо. Потому что сейчас, если это делать при Зеленском, это сейчас у каждого олигарха будет ЧВК, и это все может, да вы что, это надо делать совсем с другим президентом. Не с Ермаком, так точно, извините меня. Люди, которые могут что угодно по телефонному звонку сделать, это не демократия, это не то. Это они могут здесь в Америке рассказывать, приезжать, что они демократы. Но я-то знаю, как они работают. Беларусь будет. Так, пишут, уже давно писали, что осталось 4 часа до Москвы, поэтому, может быть, остался час времени. Ну, пишут 2. Ну, ладно, давайте сейчас ждем тогда. Если где-то напишут, я скажу. Найманці Пригожина просять мешканців Ростова залишати центр міста. Очікується, що незабаром туди прибудуть кадировці. То, що я вам сказав, ожидаємо бойню. И там, насколько я знаю, есть американские журналисты в Ростове. Так, там уже, я говорю, кадыровцы активно выступают. На здоровье. У них, пожалуй, это лучше всего получается. Так, да, ну я пока такого не читаю. Я не знаю просто, на какие каналы вы подписаны. Я читаю, честно говоря, где более-менее хотя бы проверяют. Я про Суровикина пока не прочитал. Его вчера взяли за одно место. Как ему могли дать связаться с Пригожиным, я себе не представляю. Ну, все может быть. То, что есть какой-то, смотрите, то, что есть, я еще только начинал канал, всегда вам повторял одно и то же. ФСБ неоднородная структура, как и в украинской разведке, это неоднородная структура. Там есть разные люди, поэтому, конечно, будет и содействовать ему тоже Пригожину в этой ситуации, даже если не были в курсе дела, ситуативно принимать решения. Да, перерви буду робити, я ж просто не витримаю. Сейчас у тарологов-гадалок будет пик. Кстати, вот вам еще одно доказательство, особенно женщин, какая это все муета, вот эти все тарологи и все остальные. Кто из них предсказал войну? Кто из них предсказал Пригожина? Ну что за бред вообще? Ну, как одна меня разбирала, конечно, мне прислали. Я просто до слез смеялся, честное слово. Я сидел, кофе пил, ел шоколад и смеялся. Берет эти карты, еще их даже не открыла, хоть для вида. Но меня поливает уже, боже, кем я уже у нее только не был. Просто и агент России, и Дон Кихот, и связь там чуть ли не... Короче, кем я там только не был. Потом открывает карты, и не карты читает, а продолжает знать свое мнение. И трактует их, как мне потом рассказали, трактует их по-своему. И так 30 минут сидела и от себя валила. Это просто сумасшедшие люди. Для чего было союзникам спасать Гитлера? В смысле, Аргентине золото дали? Не, я не буду эту гадалку рекламировать. Зачем я буду рекламировать тех, кто поливает меня грязью? Ну, только сейфоп, но они популярнее меня, поэтому их можно. Это такая, знаете, вот так в жизни всегда бывает. Ну, справедливость все-таки когда-то, может быть, и может восторжествовать. Выцепить меня ни за что. Я их поддерживаю. Они цепляют мои видео про Пригожина, делают с меня предателя. И тут Пригожин через 2 недели берет и переворот в России делает. И у них уже Пригожин герой. То есть им можно. Кстати, это именно так и работает. Сказал Елисевич, надо его сделать клоуном. Вот эти медиа притоны клоуном меня пытаются выставить. Знаете, как сначала над тобой смеются, потом с тобой борются, потом ты побеждаешь. Клоуна сделать, значит, пытаются. Друзья, сейчас отвечу на все вопросы, одну секунду. Но как только это скажет условный Арестович, о, все, это Арестович. А если Зеленский, ну все, верняк. Ну просто верняк. Так работает психология. И тут уже только надежда на мозги людей, чисто вот как бы индивидуально. Одна и та же информация подана разными людьми, совершенно по-разному воспринимается. Вот завтра, я почему говорю, я не работаю для зелеботов, для порохоботов. Я работаю просто для активных людей. Ну, работаю это я про медиа деятельность свою, так сказать. Значит, для активных людей, для единомышленников и для тех, кто хочет как бы разобраться. Все остальные неинтересны. Завтра Порошенко скажет противоположное тому, что он говорит сегодня. Все, это правильно скажут порохоботы. Зеленский завтра скажет то, что я говорю. Как, например, я сказал, что нужно украинцев вернуть в Украину со всего мира. Он через день это повторяет на пресс-конференции. Все, это правильно, это хорошо. И так во всем.
Я вам скажу, даже мои знакомые таким занимаются. О чем мы тут, чё я буду вам это скрывать? Поэтому ладно, такое дело. Так, в Дагестане началась акция "Дагестан без России". Давайте так, давайте не будем фейкометами, давайте будем более проверенной информацией пользоваться. Может, вы и правы, я просто говорю. Просто думаю, что то, что я читаю, это бы было уже опубликовано. Я не говорю, что вы не правы. Так, в Московской области, перекрыт мост через реку Ока. Сейчас, друзья, до Москвы еще, ладно, далековато. Через минут 20 будем видеть, что будет в Ростове. Да, Суровикин перешел на сторону ЧВК «Вагнер». Вот видите, подтвердилось. Обалдеть просто. Ну как обалдеть? Это было мне давно понятно, что они партнеры с Пригожиным. Я просто думал, что вы вчера за одно место взяли и в подвале где-то будут держать. Я ничего не понимаю тогда. Тогда ФСБ рассыпалось, получается. Канцлера Німеччини Олафа Шольца постійно інформують про поточну ситуацію в Росії. Ситуація залишається досить динамічною. У зв'язку з цим ми дуже уважно стежимо за нею, а також координуємо дії з нашими найближчими союзниками. Ну, Шольц, включайся на мой стрим тогда, будешь проинформирован. Такие тоже, как я не терплю вот это все, ни Шольца, ни Макрона, это все такое далекое, дремучее прошлое. И такой вред Европе наносят. Вы подождите еще, пройдет несколько лет в Франции, такое там вспыхнет. Я это давно уже вам прогнозирую. Следующее, где вспыхнет межэтнический жесткий конфликт. О, экстренный стрим. Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк. Гордон не устает за бабки Ахметова уже откуда-то откапывать этих политических трупаков. Да. О, работенка у Гордона, помню, до войны. Ермак такой, сякой, такой, сякой. Сегодня Ермак великий уже. Друзья, ставим лайки, подписываемся везде на меня и в Телеграм. В ТикТоке кто? Друзья, отвечаю на вопросы из Ютуба. Ссылка в шапке профиля в Ютуб. Переходите, подписывайтесь. Везде просто не успею, извините, физически. Слушать можно везде, но... Керівництво Криму покинуло полуострів. Не верю. Хочу, но не верю пока. Телеграм под полным контролем ФСБ. Ну, вам видней, вам видней. Если бы это было так, они бы его хлопнули через 5 минут после начала этого всего. Основная координация вся медийная происходит через Телеграм. У меня тоже на каком-то этапе была такая мысль, но вы же видите все. Ну, раньше, не сегодня, я имею в виду раньше, по другим там событиям. У Гордона эфир... О, кстати, Максим Волк, спасибо большое. Информируйте меня, друзья, только не покидая мой стрим. Давайте на параллельные ссылки, не будем портить статистику. Лайки, репосты. У кого сколько сейчас на стримах тысяч? У Гордона 2800 пишут. Ну, 2,8, даже не только, точно не 2 миллиона 800. Ну, у них, наверное, только началось, сейчас разгонится. Гордон точно меня обгонит. Ну, вы что, человек 20 лет в прайм-тайм на всех каналах. И миллионники каналы у него. Так, в Ростове, ну, я это уже читал, с площади сказали уйти. Медведев назвал нынешний вооруженный мятеж хорошо продуманной, спланированной операцией, цель которой захват власти в стране господином Зэком Пригожиным. Ну, это понятное дело, что такое наобум ничего не делается. Я же говорю, думаю, 20 минут, ну, может, полчаса и начнется. Но не исключаю переговоры, не исключаю переговоры. Локальное предательство возможно везде. В такие моменты включаются, ну, и как лучшее, так и худшее качество человека. В России массово снимают рекламные баннеры ЧВК «Вагнер». Ну, это понятно. Да, вот это вот хорошо Пригожин Путину, конечно. Я представляю, Путин был на таком пике самоуверенности, наверное, самый самоуверенный человек в мире был. И такой получить пендель волшебный. Почему мосты в Москву не подрывают? Еще рано, они заминированы, писали об этом. Мосты в Москве заминированы. Підключіть донатну систему на стрімі.
Стесняюсь, но, наверное, надо будет. Когда второе СМИ, надо бабки надо будут однозначно, денег надо будет много. Это, понимаете, Романенко, кстати, украл у меня эту идею. Я всегда говорил: 10 тысяч граждан, не безразличных происходящему, которые как бы, вот, как это работает? Спонсоры моего канала, по сути, являются заказчиками контента. У них есть запрос на новые идеи, я это реализовываю как предприниматель. Все, там никаких денег особых нету, но по факту про механизм я рассказываю. Так же и здесь. 10 тысяч человек по $1. Я знаю, что так не работает, я это проверил. Но спонсорам спасибо. Но это было бы хорошо. Я сделаю за 10 тысяч долларов в месяц то, что делают вот эти вот медиа-аферюги, разводя олигархов. Они это за миллионы в месяц делают, понимаете? Кличко тратит сейчас 20-30 тысяч долларов в сутки на медийную войну в телеграм-каналах. В сутки. Так. Ну, я чую тебе вже давно, через що і підписався, став спонсором. Я про моделювання ситуації. Давай змоделюємо з тобою, а якщо вдруг. Костя Говорун просто пропустил, спасибо вам, во-первых, за спонсорство и за поддержку. Пропустил ваш первый вопрос. Продублируйте, много вопросов, я не успеваю. Пожалуйста. Яценюк рассказывает за Пригожина Гордону. Два клоуна, два клоуна. Знаете, я вот таким точно никогда не буду, как Гордон. Я просто родился другим, ну, понимаете, я ломать себя не смогу, даже ради выгоды. У Гордона 8К зрителей. Ну, конечно, ну, конечно. 8300 пишут, да. Нет, Джокер это не я. Я знаю, кто это, но это не я. Там еще один анонимный телеграм-канал появился с такими серьезными вещами. Я потом прорекламирую его, может быть. Джокер же поддерживает офис президента. Так, выставляют скриншот. Ростов, срочно. Кто готов помочь пацанам из Вагнера? Подтягивайтесь в мир охоты. Тут все свои. Оружие организуем. И телефон для информации. Это репост, ну, скриншот с Инстаграм. Ти казав в "Тіктокі", ти казав, що долар буде по 50. Люди так и не поняли, я говорил, во-первых, не 50, а 100. Люди не поняли, что доллар поддерживается из золотовалютных резервов. Если сейчас их как бы за поддержку Запада убрать, то доллар будет 500. И они мне это как претензию предъявляют. Вот для таких я не работаю. Я же не могу знать, сколько и когда даст Запад. Я прогнозирую по ситуации на сегодняшний момент. Пригожин заявив ТГ, що не виступає проти Путіна і СВО. Ну, Люсю Арестовича не обижайте. Так я же наоборот сказал, что я готов с ним закопать топор войны. Если он не будет поддерживать Зеленского на выборах, конечно. А кто еще стримит? С Гордоном понятно, уже давайте не будем его рекламировать. А кто еще стримит там? Вот эти вот там медиапритоны, медиапомойки. Стримят же. Так, головнокомандувач Залужний під час розмови з генералом США Марком Міллі розповів про потреби ЗСУ в певних видах озброєння та засобах розмінування. Операція триває згідно з планом, наголосив Залужний. А офис президента сейчас пытается технично Залужного так дискредитировать. Как сейчас Зеленский сделал, когда этот скандал, он видео планировал, скандал с этим военкомом, которого вило в Испании за миллионы евро, пишет, дал Залужному типа приказ, распорядился, чтобы Залужный срочно его уволил. Как это рассказываю, как это работает с точки зрения медиа. Это он так негативно Залужный. Ситуация крайне негативная. Они не знали еще полгода назад, ничего не делали. Ткач снял сюжет, уже, ну все, ну уже когда такая... Вот все как медиа, кстати, работают. Когда уже миллион человек посмотрел, ты уже это ничего не сделаешь. Почему важно то, что я вас прошу делать, это важно, репосты и все остальное. Он такой, Залужному, типа вина Залужного, так неформально, вина Залужного. Или про какое-то заседание упоминают, и он вначале пишет там Данилов, Ермак, еще кто-то, и Залужный там на 5-м месте. Да вообще-то это главный командир наших вооруженных сил, нашей армии.
Как ты его можешь пятым в очереди вообще ставить во время войны? Это может в мирные времена, но во время войны ты не можешь Ермака раньше него писать или Данилова. Это все так, знаете, тонко, все тонко между строк. Боится, что это будет кандидат на выборах. Нет, так Джокер работает на офис президента, конечно. Но раньше это был канал другого человека или того же, как я предполагаю, но его как бы взяли за одно место. Или отжали, или сказали просто писать другое. Может, и отжали, не знаю. Там всегда хорошие все, кто с Ермаком. Всегда там Ермак это просто топ-человек. Контролируется Ермаком канал. А раньше там Кива был хороший. Вот так вот. Ага, Стивен Кинг так публикует. Мгм. Ну, такого ничего пока экстра. Давайте я буду читать ваши вопросы. Якщо Пригожин продержится 48 годин, то Путіну кінець. Не знаю, не знаю. Пригожину добре заплатили. Думаю, Пригожин и так не бедный человек. Видели, сколько там кэша только в одной «Газели»? 4 миллиарда рублей. Миллиарда. Это очень богатый человек. Пригожин миллиардер. Не думаю, что он нуждается. Конечно, денег много не бывает в любом случае. Там должны были быть помимо этого обещания. Очень серьезные обещания. Так, Ходорковский 16К, телеканал Дождь 127К. Ну, это Россия. Спасибо, спасибо. Но интересно, в Украине что происходит по нашему YouTube пространству. Кто проплатил Залужного? О чем вообще вы говорите? Куда проплатил? Лукашенко на фоне событий в России провел 2 совещания с руководством силового блока и военными. Ну, а что ему еще делать? Это тоже, как и Кадыров за Путина, как я это вижу, будет до самого конца. У них просто безвыходная ситуация, иначе им кранты. Это когда ты начинаешь так вести свою жизнь, тебя потом тот, с кем ты завязался, тянет ко дну всегда. У Лукашенко был прекрасный шанс стать частью евросообщества. Прекрасный шанс. Беларусь просто в прекрасном георасположении, как и Украина, между Россией и Европой. Он выбрал другой путь. Як думаєте, Ічкерія буде вільною, чи навіть якщо РФ розпадеться, Кадиров там так і лишиться? Не. Если в РФ начнутся эти движухи, Ичкерия будет свободной. Я им этого желаю. Микола Вересень та Романенко в ефірах зараз. Сколько там у Романенко? Эспрессо 1300. Представьте, целое эспрессо, на которое тратятся миллионы долларов, меньше в 3 раза на стриме, чем у меня. А я сейчас серьезно задумываюсь, чтобы пойти купить попкорн, пишет подписчик. Чи не може Лукашенко різко підтримувати Пригожина, переобутись? Да не знаю, если будет загнанный как бы уже зверь в углу, всякое можно ожидать. Не знаю, но пока этого я не вижу. Ну, возможности такой. Фабрика новин чуть больше 5К. Это Ахметов финансирует фабрику новин, кстати. Чуть больше 5К. У нас с вами чуть-чуть упали, люди устали, наверное. Но поставьте лайки, мы все-таки 1:40 уже на связи. Друзья, кто в ТикТоке? Отвечаю на вопросы в Ютубе. Переходите по ссылке в профиле, по ссылке в шапке профиля на YouTube. И подписывайтесь везде. И в ТикТок, и в YouTube, и в Телеграм. Это важно. Спасибо всем новым спонсорам канала. У Романенко 762 зрителя. Да ладно, серьезно? Ай, это как Исландия ТВ. Это медиапритон этот. Накрутили себе подписчиков, а просмотров нету. Что-то такое там крутят. Я же все время на Social Blade их анализирую. Что-то такое крутят. Оно так все постно, неинтересно. Ай, да. Надо отдать должное, конечно, СБУ. Они мой канал заметили еще на минимуме подписчиков, увидели потенциал. Надо отдать должное, конечно. Значит, работать все-таки умеют. Так, мэр Москвы Собянин объявил понедельник выходным днем. Представьте. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти, предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу.
Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах на отдельных дорогах. Будет комендантский час, будет все. Мы на стриме 1:40, сколько новостей мы уже с вами перелопатили. Ердоган зателефонував Путину і висловив підтримку. А потом мне так: "Денис, а чё ты против Эрдогана? А мы вот в Турции живем, а вот это вот". А потому что для меня это не показатель. Это как многие люди не понимают, почему Каддафи скинули. Ни одни американские деньги поддержки не смогли бы скинуть Каддафи, если бы не нравилось людям прежде всего. И вы можете дать бесплатную электроэнергию, нефть, свободы. Человек такое существо, которое в итоге, если нет свободы, будет ее требовать. Ну, кроме русских, наверное, конечно. Так. Так, про Лукашенко уже писали, не буду дублироваться. Так. Мэр Москвы Собянин назвал ситуацию складной. Это понятное дело. Как вы относитесь к анонимному ТГ-каналу «Вертикаль»? Я его не читаю. И не рекламируйте, пожалуйста. Вопрос не по теме. Где флаги? Флаги есть. Самый главный вот флаг. Я просто отодвинул сейчас, потому что стоит телефон, и телефон бы перекрывал флаги. Это некрасиво. Может, надо перерыв и по-новому? Да не, я пока еще силы есть. Я хочу дождаться, что будет в Ростове. Будет и перерыв, будет и по-новому, лишь бы только вы выдержали. Для меня это самое главное. Но я думаю, многие из вас, друзья, спать не смогут спокойно. Я вчера еле уснул с этими новостями. Денис, какая, на твой взгляд, лучшая страна, Польша или Германия? Я считаю Польша. Если мы говорим про миграцию, я считаю Польша. На востоке Украины жители рассматривали восстание как отвлечение для России, которое могло бы помочь киевским силам. Нью-Йорк Таймс. Ну, это они нам сказали, что небо голубое. Ваше отношение к Балашову. Ну, мы ж с ним записи делали. Зайдите, потом будет свободное время, посмотрите на моем канале. Нет, кнопка не пришла. Жду ответ, как они говорят, от внутренней команды. Россия не позволит дойти мятежу до госпереворота мирового кризиса. Дмитрий Медведев. Пусть идет, бухает и много не рассказывает. Прогнозист. Как будто бы они могли себе представить такой мятеж вообще в принципе, или что их предаст Пригожин. Кстати, то, что сделал Пригожин, то должен был сделать Зеленский. Только по отношению, конечно, не к, там, к Украине, а к госаппарату. Вот так вот байки-байки рассказывать, потом прийти, вот так вот срезать их всех просто, срезать. И построить настоящий капитализм. Отказаться от госсобственности, от вот этих вот рож непонятных, от этого миллионов этих чиновников. Всю ситуацию изменить. Ничего не сделал, ни одной попытки даже. Я из Броваров, так что вчера я и моя семья, да и соседи тоже не могли уснуть, но по другой причине. Я знаю, и то, что вчера в Соломенском районе Киева, это кошмар. Я всегда все наблюдаю, друзья, это ужас. Просто, ну, это перебивает, вы поймите правильно. Это перебивает те события. Так, просто так получается. Дойдет ли Пригожин до Москвы? Так мы сейчас сидим за него, болеем же. Лайки, лайки, друзья, лайки. Не материтесь в комментариях. Турция наступна? Не, не. Там только прошли выборы, сразу после выборов такого не происходит. Это как у Януковича, к концу срока более характерно. У Зеленского могло такое быть, если бы не война, которая его спасла политически.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти не дадут мятежникам завладеть ядерным оружием. Мы не позволим событиям пойти по сценарию, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов, как мы этого не хотели, как бы мы этого не, как бы этого не хотелось свихнувшимся преступникам, заявил Медведев. Напомним ранее о том, что в планах у мятежников Пригожина захват российского ядерного оружия, заявлял правозащитный сайт ГУЛАГу.нет. Из других заявлений Медведева. Он сказал, что действия Пригожина полностью укладываются в схему срежиссированного госпереворота. Это мы и так понимаем все. Внутрішні війська Білорусі приведені в стан підвищеної бойової готовності. Представники українських спецслужб наразі не наважуються прогнозувати подальший перебіг подій у РФ. Було б безвідповідально зараз говорити, що 24 чи не 24 години для когось будуть вирішальними. Там у них зараз відбувається повний хаос. Ситуація стане яснішою в найближчі кілька днів, пояснює тра-та-та одне з впливових джерел у спецслужбах. Такие комментарии, это зачем их просто вообще публиковать? Это мы и так все прекрасно понимаем. Собчак це людина Путіна, да. Она же сьогодні відкрито його поддержала. Денис, ваша думка, чи може бути потім таке ж в Україні? А зачем? А зачем? Мы цивилизованно должны на выборах просто все правильно сделать и все. У Романенко 1300. Вот и все. Вот и все. А Арестович там сейчас сидит. Наверное, когда Арестович, там я видел фотку, что он там был просто сегодня, где кто-то выставлял. Арестович, наверное, уйдет, придет, там, может, 5-10, уйдет, наверное, уже ничего нету. Так что это не у Романенко, это у Арестовича. На имени Арестовича, на популярности. Кому Романенко интересен? Там, конечно, хотя бы надо дать должное. Там хотя бы Себастьяновича приглашают, я не хочу ничего говорить. Хотя бы какие-то там на Гетманцева гонят, не под офисом президента. Это уже плюс. Надо быть все-таки честным, справедливым. Так. Да, правильно пишете, Катерина Гадун. Давайте, друзья, лайки. Требую уже у вас их. Как один мне мужчина написал, уже взрослый, пишет: Денис, хватит клянчить лайки, а то ты похож на Гордона. Реально человек думает, что я прошу, поставьте лайк ради моей популярности, а не для того, чтобы алгоритмы YouTube пушили стрим. Ну, красавцы. И как ты это объяснишь старшему поколению? Ну, проблема с воспитанием. Так и было, за Арестовичем 5000. Ну, вот видите. Ну, даже 5 для Арестовича мало все-таки. Для человека, у которого 100% узнаваемость. Денис, как считаете, почему Путин все-таки не вел всеобщую мобилизацию? Для того, чтобы не накалять градус в обществе. Россия огромная страна, 150 миллионов населения, они и так справляются. Ну, справлялись. Опять же, справлялись это. Не знаю, как бы в голове, что у них в голове до конца. Так. Где Лукашенко? Ну, не знаю. Я думаю, что между Турцией и Беларусью. Семья точно уже в Турции, 100%. Как относишься к Буданову Кириллу? Как к поп-звезде. Очень любит себя, очень любит себя. У Дагестане запустили акцию «Дагестан у России». Вы второй, кто пишет, но я пока такого не читал. Хорошо, если правда. Мост через реку Москву будет до конца сдерживать наемников Пригожина, пишут. Денис, вы считаете Пригожина преступником? Знаете, это мне напоминает, когда мне на стримах, а как вы относитесь к Бандере? Ну, зачем? Мы сейчас сконцентрированы на чем-то. У нас сейчас у всех одна цель. Мы сейчас все как бы руководствуемся интересами Украины исключительно. Нова тактика россиян. Разводят мосты, чтобы не прошли колонны Вагнера. Да, я только что об этом сказал. Через Москву-реку развели, да. И заминированы мосты, кроме того, другие.
Денис, как вам Гончаренко дерзанул к Ермачке? Я не слышал. А ваше отношение к Гончаренко? Политическая проститутка. Ну, для меня это клоун просто, несерьезный клоун. Хоть он 300 раз будет сидеть в ПАСЕ и на французском идеально говорить, и на английском, это для меня вообще не показатель ничего. Операция «Болт пороха» называется, СНС. Что вы такое пишете? Так, жители Ростова-на-Дону у паниці запасаються продуктами і водою. Ну, прогнозируемо тоже все это. Денис, по вашему мнению, какой из действующих кандидатов является лучшим из худших? Кандидатом куда, чего? Вы же не дописали. В Украине из кое-как возможных Залужный. Нет, Liberty News не мой канал, мне не принадлежит уже давным-давным-давно. Впервые я вижу, что Шарий говорит, что Путин неадекват. Но видите, в последний момент решил перекраситься. Ну, он раньше еще, он где-то месяц назад перекрасился полностью, может, 2. Открыто уже высказался просто. Меня он не интересует вообще. Вот просто вообще. Ни на секунду. Кроме как поливания Украины, он никогда ничем не занимался. И даже это у него не было на базе какой-то идеологии. Так, карандаш идет в бан. Я не хочу таких людей здесь видеть. Так. То ты говорил, Крым не нужен, теперь 91 год. Вот хороший, я ждал, честно говоря, такого. Вот Татьяна, типичный пример. Тук-тук, то там. Я говорил, ценой украинских жизней, ценой больших потерь, ценой бед и горя. Вот всегда это подчеркивал, всегда. Но найдется такая Татьяна, которая попытается при всех вот так вот все перевернуть. Уже Сайфо пытался рассказывать, что я выхваляю Пригожина. Сегодня они уже сами его фанаты. Так. Як дана ситуация попливає на Украину? Ну, а как вы думаете? Мы же, наверное, для чего-то здесь собрались. От этого зависит все сейчас. Все. Ва-банк. Если сейчас у Пригожина ничего не получается, то война точно будет идти еще 5 или 10 лет. Денис, сколько нужно денег для партии город-миллионник? Так партия же делается не для города, это же уровень национальный, для страны. В моем понимании нужно хотя бы 2 миллиона гривен в месяц. Привет, Денис, як ви вважаєте, чи піде Залужний в президенты Украины? Я бы хотел, чтобы он пошел. Но я против военных у власти. Сейчас вопрос личности. У нас же в Украине только за личности голосуют. Поэтому... Но я могу... Ну, посмотрите мои видео, я все сказал с оговоркой, если Залужный не социалист, а не коммунист. Я просто не знаю его взглядов. Но я точно знаю, что Зеленский не должен быть президентом Украины, 100%. У США зараз у новинах що говорять про дану ситуацію в Расці? Не включал новости, но однозначно уровень заинтересованности не такой, как вы думаете, невысокий. Шарий — это закрытый проект Суркова, вместо него двинули Фейгина, именно он приезжал в Киев по паспорту России, так он по Европе ездит. Да, вполне возможно, вполне возможно. То, что Фейгин — это проект, это понятно и ребенку. Вы не можете сейчас, в ближайшее время на России объявят военное положение, вот так вот. Значит, смотрите, по поводу того, как работает в медиа. Проект именно так и работает. Вот там Дульский есть такой, знаете, шизик пророссийский, беглец с Украины. Он делает канал YouTube, уже не знаю какой, 2001 по счету. 30 видео запостил, 1 000 000 подписчиков. 1 000 000. Понимаете, да, что для этого нужно, помимо денег? Нужны определенная помощь служб. Там с сетками это работает. Также и с Фейгиным. Приехал человек, вообще не имеющий никакого отношения к Украине. Ну вот вообще не имеющий отношения. И у него 50 тысяч с Арестовичем на этом.
Как будто там какие-то идеи обсуждают. Это с пустого в порожнє, в Україні говорять. Ви взагалі не допускаєте варіант того, що Пригожин хоче стати головою МОР РФ. Він сам заявив це в своєму телеграм-каналі 30 хвилин назад. А, ви ждали, наверное, что он скажет, Пригожин, значит, я сейчас возглавляю спецоперацию ГУР Украины и ЦРУ США, мы тут договорились, вы такого, да, ждали? Ну, это... Денис, какие у Пригожина шансы? Ровно 50/50. Просто ровно 50/50. Вообще. Пока так выглядит ситуация. Через час все может поменяться. Ждем новости с Ростова. Мені аж зле від цього всього. Вера, не надо, не надо. Випийте чай, скушайте бутерброд, все буде нормально. Який найкращий варіант розвитку подій для повара? Свергнуть власть в России, тогда, может быть, он будет президентом. ЧВК «Вагнер» захватили завод «Рошен» в Липецке. У Петра сейчас будет истерика. У Петра сейчас будет истерика. Весь шоколад схавают его. Кто такие ГУР? Генеральное управление разведки Министерства обороны Украины. Так, люди, видимо, только заходят. Є вариант, что Пригожина купила Америка. Я же еще раз говорю, это все совместная спецоперация с Америкой. Не делаются такие операции без Америки. Нет, это не цирк. Это очень все серьезно. Денис, есть ли у тебя варианты, сколько Финляндий уже уничтожил Димка Медведев? Водка. Вот точно, бухарь конкретный. Да, кстати, Coca-Cola недавно купила Финляндию водку за 220 миллионов долларов. Ну, бренд из завода, наверное. В Италии показывают интервью с Пригожиным. Интересно. У Пригожина очень большие связи в мире, очень большие. Так. Человек из окружения Лукашенко сейчас... Человек из окружения Лукашенко с частью силовиков на, перейдет на сторону народа. Известный белорусский общественный деятель Вадим Прокопьев записал обращение к белорусам в Беларуси в связи с последними событиями. Он призвал быть внимательными и ждать важного сигнала. Естественно, естественно. Россия, дальше идет Беларусь, дальше идет Грузия и Приднестровье. Ну, Ичкерию тоже ждем. Там и Кадыров, конечно, всех зашугал, все, но достойные люди там есть, будьте уверены. Так. Пане Денис, можете лаконічно роз'яснити думку на рахунок повстання? Турбінес, я це роблю вже 2 години, трішки підустав. Якщо у вас є конкретне питання, задавайте, я вам відповім. Денис, вы очень много надежд и вторых шансов даете Зеленскому и его возможностям. У Зеленского надутый рейтинг. Не, я просто, смотрите, если в чем разница там, давай, Денис, объединяйся с Геолеросом, с Чекалкиным еще, люди не понимают разницу между мной. Там партийная касса работает. Люди валят конкретно за определенную политсилу. Их задача, моя задача в Украине, у меня нет кассы, ни с кем, ни под кем не работаю, ни с какими политсилами не связан. Это совсем другое. Потому я даю надежду даже Зеленскому. Ну, надежду это неправильно сказать. Я говорю, что я могу переключиться резко, если он сделает там первый или второй пункт. Потому что у меня же интерес Украины, а не лично Зеленский, и мне там что-то вот это вот. И несправедливо, что такой человек, как я, вместо того, чтобы помогать в Украине, вынужден за границей находиться. Но это несправедливо просто, нечестно. Так. Літак Путіна з червоною кнопкою повертається назад до Москви. Декількома годинами раніше його було піднято в Москві, перекинуто в Пітер. Алена Косогова, я про выходной в Москве в понедельник говорил я. У Фейгина и Арестовича эфиры по 300 тысяч. Ну, это вообще космос. Вы одними алгоритмами Ютуба столько не сделаете.
Канал Фейгина в месяц зарабатывает от 60 до 200 тысяч долларов. Это на здоровье. Это на здоровье. И представьте, да? И это не продвигая ни одну идею. Просто ляпая, что попало. Это космос просто какой-то. В ТикТок. Друзья, вопросы отвечаю в Ютубе. Ссылка в шапке профиля. На 2 платформы не успею. Слушать можете везде. Хотите ответов на вопросы, переходите на YouTube. И везде подписывайтесь обязательно. Везде. ТикТок, Ютуб, Телеграм. Кто сейчас в Ютубе спонсором канала, становитесь. $1 это чашка кофе. А видите, какие мы большие дела делаем? Сегодня было 5200 зрителей. Просто люди чуть устали. Сейчас скоро сделаем перерыв на обед. Ну, у меня 11:40, для обеда рано, но подкрепиться нужно. Так. Як думаєте, Тихановську посадять президентом РБ, чи в них будуть вибори, якщо Вусатого скинуть? Только выборы. Тихановская это 0. Ну, это 2 нуля. Она просто ни о чем. Денис, если Залужный не баллотируется, за кого голосовать? Подскажу ближе к выборам. Если бы у нас не было взноса, свои бабки на такое тратить — это просто преступление. С вас стыдно будет на это собирать. И если будет нулевой взнос, кстати, вот Паша Себастьянович классную сказал вещь, я даже не знал, что в Польше не надо взнос на президентские выборы. Я бы даже выдвинул кандидатуру, если бы это бесплатно можно было сделать. Так. Ну, не для победы, понятное дело, для пиара, для защиты себя. Так. А, так. Вопросы, новости, вопросы. Денис, что Пригожин будет делать после захвата Москвы? Объявит о том, что он власть, и дальше будет уже политически руководить. И все остальные регионы будут точно так же становиться уже независимыми. Принцип домино сработает. Где-то легче, где-то даже без выстрелов это будет. Там есть, в общем, спокойные люди тоже другого этноса. Ичкерия — это другой совсем формат. Но Путин, я же говорю, объявит столицей другое. Будет как типа вот, я же говорю, Каддафи делал вот это вот все. Как на Ближнем Востоке это все работает. Так, Митяевский мост через Москву-реку в Коломне снова работает. Мгм. Кто в ТикТоке? Друзья, в ТикТоке отключаюсь, остаюсь в Ютубе. Ссылка в шапке профиля. Везде подписывайтесь, задавайте вопросы. Сейчас мне нужен просто здесь выключить. Так. Да, и всем спасибо, всем спасибо. Сегодня еще будем стримить. Переходите на YouTube. Мне просто именно этот телефон нужен. Так. А у нас на Ютубе 4600 человек. Так, это можно отставить уже. Сейчас, может, с ТикТока кто-то сюда перейдет. Друзья, поставьте лайки. Давайте вот без 5000 лайков не можем уйти, даже на обед. Да, ЧВК Вагнера копались конкретно в Ростове, фотки смотрю. В ТГ новини України в Кремлі. Ну, это... Не указывайте источник, пожалуйста, потому что это реклама будет. То, что будет военный стан, я уже объявил тоже сегодня. Будет военный стан в России, конечно. И границы закроют скоро. Так, Путин официально хочет, ну, я уже тоже говорил, ликвидировать Пригожина. Містер Енлоп, смішно, Енпол, смішно. Так, Денис, що буде по договорняку Пригожина і ВВ? Тільки не роби більше з мене дурачка, що я такі запитання задаю. Спочатку я запропонував змоделювати ситуацію, ти назвав мене майже що дурачку. Подождите. Що буде по договорняку Пригожина и Путина? Правильно вы спрашиваете? Я вам говорю, что Пригожин отказался от переговоров. Вы от меня что добавили, что я вас там где-то кем-то назвал. Не понял, правда, где. Костя, не надо так делать. Четко формулируйте. Вы как-то вот сумбурно, я не могу понять, что вы хотите спросить. Пригожину были предложены переговоры, он отказался. После этого Путин дал задание его ликвидировать официально, полностью. Позиция Кремля. У Стерненко 37К на стриме. Ну, это яркий пример человека, который под спецслужбами.
Что его там слушать? Ну, у меня тоже есть очки, у меня близорукость, я в линзах. Могу одеть очки, если я буду умнее от этого казаться? Сниму линзы, одену очки. Что это меняет? Важно, что ты говоришь. Рубашку даже могу белую одеть. Артем только что рассказывал, что будет в Украине, что будет после захвата власти Пригожиным. Мир. Мир. И вернем территории. Так. Да, Россия, если у Пригожина все получится, распадается на декілька держав. Як думаєш, який найкращий результат буде для України? Ничего, Пригожин сделает то, что он задумал, ну, и Америка, спецоперация это, и тогда на границе 91 года вполне реально уже выйти. Без больших потерь для нас. Я бы даже референдумы провел, чего там хотят люди уже в такой ситуации. Вагнерівцям залишилося 100 кілометрів до Москви. Это 1,5 часа. Это нам, знаете, что нам нужно сделать? Сейчас, может быть, дождемся новостей с Ростова. У вас-то, наверное, уже, да, у вас-то уже больше ужин, у меня почти, ну, не обед еще, но почти хотя бы. Туда-сюда, отдых, и вернемся уже к событиям в Москве. Я думаю, так будет разумно. Там все-таки самое важное. Так. Если Пригожин победит и станет президентом, он усилит войну в Украине, объявит всеобщую мобилизацию и применит ядерное оружие, не забоится. Человек до сих пор не понял, я уже тут больше 2 часов, что это не Пригожин, а это совместная операция с Украиной и с Америкой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я же для того стрим сделал, чтобы вам это объяснить. Если вы против этого мнения, я же не могу вас перезомбировать и не хочу. Зачем вы мне это пишете просто? Денис, мы будем до конца сегодня. Можем немножко, 30 минут перерыв и все. Час перерыв и вернемся. Валера Власенко про Тихановскую сказал, что она ни о чем. Я ж только что ответил. Она, это, говорю, 2 нуля, не 0. Просто пустая абсолютно женщина, пустой кандидат, безидейный. Если бы я от Тихановской ничего не услышал, я только слышал, Лукашенко плохой. Это как от этого, от Навального. Путин плохой. Ну, конечно, Путин плохой. Что ты предлагаешь? Ничего не предлагаю. Нет предложений. Он умудряется совмещать социалистические лозунги с либерально-капиталистическими. Это дико для меня. Стержень в человеке сразу прочувствуется. Так, жители Липецкой области призвали не покидать свои дома и воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте. Так. Так. Данила Белецкий, вам спасибо. Это приятно слышать. Кто первый будет себе присваивать заслуги данной операции? Да подождите еще, подождите. Давайте ее, пусть она успешно закончится. Рано, еще рано. Денис, когда будет перерыв, новый стрим? Перерыв, наверное, сделаем к 7 по Киеву, да? У меня 11:47, у вас, получается, почти 7. А потом через часик вернемся. Наверное, уже когда будет Вагнер под Москвой, уже непосредственно, ну, в Москве. А в России продолжают путать фотку. Говорят про этого, про Пригожина Евгения, а Иосифа фотку ставят. Так. Новости. Ясно. Американські і західні посадовці намагаються не давати оцінок збройному заколоту в РФ, оскільки Путін може використати це на свою користь будь-яку можливу участь Заходу в ситуації. Це естественно. Это естественно. Так. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники контролируют все военные и административные объекты города. Среди них штаб Южного федерального округа. Якщо ви кажете, що Пригожин з ГРУ, ЦРУ, то чому США не сильно зацікавлені в даній ситуації? Оговорка. Що значить США не сильно зацікавлені? Я сказав про новості.
Здесь об этом говорят, но здесь это не топ, новость дня, на которой все больше ни о чем не говорят. Чё вы за меня все время дорисовываете то, чего я не говорил? Первый присвоит заслуги Буданов. О, точно, это чистая правда. И тогда уже не на лысо будет стричься, а длинные волосы себе сделает и покрасит в красный цвет. Но это я по-доброму шучу. Так. Да, вагнеровцам 100 км до Москвы, я знаю. Как раз нам время покушать, подкрепиться и моим голосовым связкам отдохнуть. Я не знаю, как можно чесать 5 часов подряд. Наверное, до этого уровня надо еще дойти, натренироваться. Давайте кинем рекламу нашего стрима в единый марафон. Не, я там человек нон-грата. Не пускаю туда, не пустят. Кофе тайм. Ну да. Кофе сэндвич тайм. Но видите, 4500 мы держим с вами стабильно, это супер. А пролайкайте, друзья, давайте 5000 лайков сделаем. Пролайкайте, чтоб мы стрим не можем закончить меньше, чем с 5000 лайков. И за пивом съездим в магазин, кто-то пишет. Ну, я пиво не люблю, поэтому вы, пожалуйста. До Білорусі прилетіли 5 порожніх літаків з Росії. За інформацією білоруських гаюн, наразі на аеродром Мачулищі заходять на посадку один за одним 5 одиниць Іл-76. Перший літак сів о 17:50. За даними моніторингової групи, ці борти прибувають порожніми. Значить, будуть кого-то забирати. Я думаю, вояк белорусских, правильно я понимаю? Ил-76, это же на котором спецназ в Киев хотели отправить, а потом в воздухе развернули, правильно, когда в Гостомеле шли бои? Я просто небольшой спец, напишите, прав я или нет, кто разбирается. Причем тут наша власть? Вы о чем? Поснещенко Оксана. Вы кому? Вы мне, не мне? Да, десант будут забирать, пишут. Да, значит, я прав. Да, 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 да. Ну, Лукашенко снабжает своего дружка. Ну все, а вы говорите, все. Да, лайкаем, друзья, лайкаем. Хеннесси ждет повода, чтобы я ее откупорил. Я и сам Хеннесси откупорю, если удастся всего Пригожина. Так. Да вы что, тра-та-та-та-та, цензура, это же шоу. Ну, Денис Денисов, если это шоу, на здоровье, считайте так. Шоу так шоу. Да, новым спонсорам большое спасибо, это важно, это важно. Интересно, Татарстан имеет желание отсоединиться от России? Их численность около 60 миллионов татар могли бы шороху навести. Конечно, Татарстан однозначно. Россия это многоэтническое государство. Естественно. Так. Ну, до Хеннесси еще рано, друзья. Это вы прям сильно оптимистично. В Санкт-Петербурге не демонтируют баннеры Вагнера. Это все ясно. Это все прогнозируем. Это не новость для нас. Польша, привет. Да, Путин приказал устранить Пригожина еще вчера. Мы уже об этом сегодня 100 раз поговорили. Но вы, наверное, недавно подключились. Спасибо. ВДВ на летаках, да. Прошу прощения, неправильно поставил вопрос. Сколько нужно денег для предвыборной кампании на местных выборах с нуля город-миллионник? Для местных выборов партии, чтобы зайти в горсовет, там закон неподходящий. Не знаю, смотря город-миллионник, не готов сказать. Это надо политтехнолога спрашивать. Я просто все всегда вижу через призму предпринимательства, а я знаю, что политтехнологи берут большие деньги за минимальный результат. У меня, наоборот, по-другому задача.
Здравствуйте, что вы можете сказать по поводу Стерненко и Притулы? Про Притулу, Стерненко вообще мне просто не интересен. Это для меня вообще не личность. Ну, чё мне его обсуждать? Кто это? Про Притулу много раз говорил. Человек занимается политикой и на горбу людей за ваши деньги строит политику. Вот и все. Я бы на месте людей помогал и делал это всегда только точечно. Если у вас есть еще чем, только точечно, напрямую, без посредников. Крупные волонтеры — это всегда только политика. Все вот эти вот топ крупные волонтеры, которых мы все с вами знаем, все окажутся в политике после войны. Ну вот все до единого. Я считаю, это нечестно. Денис, как думаете, в случае, если Пригожина убьют, что будет? Сегодня уже обсуждали. Возможно, и война с НАТО, и ядерный удар. Это все будет плохо для всех, если это случится. Пока без новостей, друзья, мониторю. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил Пригожину поступить по-мужски и застрелиться. Ну, ясно, все это путинские подстилки всплывают. Что еще умного они могут сказать? Нет, РДК и Свобода России, все они уже всю позицию сказали, что давайте, люди, поднимаемся, они сказали. Денис, если все получится и вернем границы, есть вероятность, чтобы приедешь после выборов в Украину. Хотелось бы фан-встречу или бизнес-вебинар. Если мне только обеспечат безопасность, за которую мне почему-то надо переживать. Хотя я никогда ничего не сделал плохого для государства. Так. Над Москвой патрулюют геликоптеры и выставили видео. То есть вертолеты над Москвой. Москва готується до облоги, введено режим контртерористичної операції. Так, друзья, мы близки к 5000 лайков. Давайте 5000 лайков туда-сюда и пойдем на обед, на перерыв обеденный. Пишет, значит, подписчик Бенджамин, ну не ставьте доп. Знаки, я и так вас зачитаю, вы спонсор канала. Ну не надо, это нечестно по отношению к другим. Під контролем Вагнера вже майже 5000 квадратних кілометрів в Росії. Белорусы пишут, что ждут сигнала, и часть армии перейдет на сторону народа. Дай бог, дай бог. Не дадут соврать мои давние подписчики, я всегда, никогда ничего плохого про народ Беларуси не сказал. Для меня Лукашенко не Беларусь, для меня Лукашенко не народ Беларуси, так же, как для меня Зеленский не Украина, а Украина не Зеленский. Случайный президент, точка. Случайно стал на должность, может также случайно уйдет, дай бог. Здравствуйте, что можете сказать насчет Энергодара? Город Запорожской области. А если у вас более конкретный вопрос, давайте я отвечу. Я просто сразу копирую с ТГ-каналов. Понял. Ну, старайтесь удалять, потому что так сейчас все начнут, это будет бардак. Денис, как думаешь, проведут местные выборы в 24-м? Спасибо. Да. Вернее, как да. Зависит от Пригожина. Пишу на українській мові, чого не кажете напряму, що Притула вор. Вот вы сами сказали все. Притула сейчас, по моей информации, которую мне подбросили в почтовый ящик, активно ведет переговоры, вел до этой ситуации, наверное же он не в курсе был, переговоры с Россией. Ну, с кем-то там из России, через хомутынника своего. Притула готовится в политику большую, я вас прошу. Денис, то получается, Подоляк не такой, когда говорил про развал РФ, получается, у власти все же был план Б. Давайте подождем, увидим. Для меня Подоляк и его личные качества, даже если там все окажется так, как они говорили, зная там что-то, чего не знали мы, а я всегда делал оговорку. Я надеюсь, у Зеленского есть какой-то план, о котором мы не знаем. И опять же, люди, не дайте мне соврать, я всегда делал эту оговорку. Подоляк для меня все равно тот, кто он есть. И Зеленский то же самое.
Это же не какой-то гениальный их там это все. Люди вели страну к провалу. Случилась война. Все благодаря Америке и народу Украины, ЗСУ. И в разведке есть порядочные люди, и в СБУ тоже есть нормальные люди. Их мало, но они есть. Поэтому что здесь говорить? Предположительно, Вагнер ведет переговоры с властью РФ, Z-канал. Ждем, ждем. Если Пригожин проиграет это СВО, сможет ли войну позднее закончить Трамп? Да, Трамп это прям самая дальняя точка. Приходит Трамп, война заканчивается. Но мы же хотим все быстрее. Зачем люди в чате повторяют одну и ту же чушь? Подключаются новые люди. Это живой, стрим это живой процесс. Кто-то заходит, кто-то выходит. Юрий Зама, я только что это зачитал. Ну, я только что зачитал про эти илы, все. Я вот не люблю, когда начинают дублировать то, что я уже сказал. Так, что скажете про дедушку Маруса? Я не понимаю, о ком вы. Как думаете, Зеленского посвятили в эту операцию или только Залужного? Ну, здрасте, ну, здрасте. Да, президента не посвятили. Ну, вы что, конечно, посвятили. Так, друзья, давайте сейчас 5000 лайков делаем и на перерыв уходим. На обеденный. К сожалению, пишет, 5000 лайков не будет, так как онлайн меньше. Вы не поняли, сейчас через стрим прошло человек 35 тысяч людей, 30-35. Вы не понимаете, как это работает. Кто-то заходит, кто-то выходит, и все имеют возможность поставить лайк. Получается, что доля Украины в руках Пригожина? Отчасти. Но Пригожин же не самостоятельно это все делает. Я же сказал. Это все и Украина, и Пригожин, и США, и Британия, наверное. Когда следующий стрим? Сегодня. Сегодня. Это просто перерыв. Нам всем надо отдохнуть. Я же не могу вам просто стул поставить, чтобы вы на стул смотрели. Так. Ну, кресло в смысле. Так. Денис, ты видишь выход из ситуации в решении проблемы с Ермаковской шайкой? Да, выборы. Выборы легитимным путем. ЗС могут шарахнуть, если Пригожин... Да, если даже в этой всей возне ЗС могут шарахнуть русские, конечно. Все, 5000 есть. Друзья, только давайте по-честному, чтобы все вернулись на следующий эфир. Для этого нужно в Telegram подписаться, я там сразу анонсирую, и на YouTube. И спонсором становитесь, конечно, кто это. Всем благодарен. Все, давайте на отдых, и новости будут, вернемся. Прогнозирую где-то примерно, вернее так, через час. Но я быстро все это технически организую. Все, отдыхаем. Спасибо.